Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир, 23 февраля, понедельник. И наш традиционный разговор друг с другом и с вами в первую очередь. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ну, как говорится, с 23 февраля уже как бы украинцы друг друга не поздравляют, но многие помнят. Давайте вот таким образом охарактеризуем сегодняшний день, тем более, что 24-е вот такой переломный этап в истории страны. Хотя многие служили как раз не в российской, а советской армии, и для всех, скажем так, есть какое-то определенное чувство ностальгии, не так ли? У кого есть чувство ностальгии, того могу поздравить с этим днем. Отца я поздравил, он полковник советской армии. Верой и правдой, 30 лет. Поэтому, все четенько. Друзья, всем большое спасибо за то, что, к чему вы спросите это? Многие пишут в комментариях, там, поздравляют друг друга, вспоминают, потому что даже судя по статистике YouTube, аудитория, взрослая в том числе, да, и все хотят серьезно подойти к сегодняшнему дню, тем более, что он действительно важный. Многие сегодня публикуют фотографии 23 числа февраля 22 года, вспоминают. Мы тоже этого коснемся, тоже проанализируем путь за 4 года, да, там, путь свершений, путь деградации, путь каких-то, скажем так, очень и очень тяжелых моментов. В том числе, да, опираясь на сегодняшние вот эти заявления Зеленского, Буданова, о том, как вынырнули британцы в очередной раз. Но обо всем по порядку. Прямой эфир. Ваши вопросы принимаются в закрытом клубе зрителей «Шелест» в телеграм-канале. Также QR-код, который видите на экране, мы с этих вопросов тоже начнем ваши мысли, да, и нашу дискуссию. Чат трансляции, естественно, и сообщество YouTube абсолютно открыто, заранее, заблаговременно присоединяйтесь. Чат-трансляция и на канале Александра Шелеста, и на канале Алексея Арестовича. QR-код возле Алексея традиционно неизменен. Это его школа коммуникации и мышления. Присоединяйтесь, следите за новыми модулями. Очень интересно и познавательно. А главное, знаете, немножко приводит в чувство. Поэтому рекомендацион, как говорится. И начнем традиционно наш сегодняшний разговор с опроса. Вас, уважаемая аудитория. Что для Украины страшнее? Я подчеркиваю, этот опрос, в преддверии даты 24 февраля. 4 года. Что страшнее? Капитуляция, продолжение войны, смещение Зеленского или Украине уже ничего не страшно? Алексей Николаевич, как бы вы ответили на этот вопрос? С поправочкой я бы ответил, что продолжение войны страшнее для всего для Украины. Но мне все время веселит термин «капитуляция». Что такое капитуляция? Давайте напомним нашим зрителям, что капитуляция – это когда распускаются вооруженные силы проигравшей стороны. Это конкретный термин. Даже поражение в войне отнюдь не равно капитуляции. А ведь еще вопрос, будет ли поражение или нет, и что считать поражением. Поэтому, когда начинает капитуляция, это просто национал-патриотическая пропаганда. Поэтому, если капитуляцию ставить на наших опросах, то только в кавычках. Потому что, мы же не эти фашистующие ребята, точнее, пытающиеся играть фашистов. У них плохо получается. Так вы же понимаете, что капитуляция может быть все, что угодно. Все, что угодно. Потому что капитуляция можно назвать все, что угодно. Мы с вами сейчас капитулируем в эфире, можно назвать. Понимаете, да? Именно. Я с утра вышел, взял кофе, и все, и капитуляция, да. Так нам так и подводят. Но вы почему-то... Мы же не хотим быть жертвами этой истории. Мы же тут работаем для того, чтобы люди не были как раз жертвами этой истории. Поэтому капитуляция, давайте скажем еще раз, это национально-патриотический фланг. Терминология, которая... Любой результат, где они не в дамках, и они не могут ездить на спинах несчастных, согбенных и садиться на них с коня, они будут считать капитуляцией. Даже если они возьмут Москву, но перестанут быть главными после окончания войны, все это капитуляция. В общем, очень удобно придумали. А кто смеет об этом рассуждать, то сразу капитулянт. Просто, понятно, легко запомнить. Это да. Или за Россию, да, рука Кремля. Понятное дело, пророссийский. Вы как-то отмели вариант, что уже ничего не страшно Украине. Слушайте, а послушаешь Зеленского, так понимаешь, что... Не, почему? Есть еще впереди много чего страшного. Например, развал водоснабжения системы и водоочистки впереди. Как вариант, например, инфекционные болезни, которые закроют города. Накроют Украину летом, вполне возможно, это может случиться. Много еще чего. Наступление на Киев дополнительное может быть. Там разные варианты могут быть.
Есть чего побояться еще. Например, денег не дадут. Гетманцев у нас плачет и рассказывает, что да, значит, мы уже тратим деньги за вторую половину, а в апреле будет дефолт, а вот Венгрия заблокировала, а вот пятое, десятое. Поэтому все как может быть. Зеленский потужничает, делает это, ну, понятно. Последние 4 года. Последние 4 года, но, да, вот особо рьяно он выглядит последние дни, даже в конце прошлой недели, да, и вот в начале этой, кажется, что это какое-то помешательство, ну, правда, какое-то сумасшествие. Сегодня он рассуждал про бункер, да, вот я хотел бы, вот, кстати, это вот такая метафизика даже какая-то, да, очень такой суровый философский символизм этих слов. Значит, говорит нам Зеленский, что украинцев в бункер не загнать. Вот так прям берет и шпарить на интервью. Питаю, ви в бункері живете чи не тільки? Зараз ні. Я не живу більше в бункері. Я жив 2 роки в бункері. Ну, як я жив 2 роки в бункері? Я 2 роки жив там, але я працював тут. Я ж кожного дня, з першого дня війни, я знаю, що нас всіх не загнати в бункер. Це головна позиція. Так, іти на ніч туди, сидіти в бункері, розмовляти зранку, вночі, але повертатися все одно треба сюди, виходити. Ну, в принципі, як люди у нас весь цей час йдуть в бомбосховище, йдуть в метро, але головне, на мій погляд, що русським нас в бункер не загнати. І це повинно нас відрізняти від них. Тому що вони, хоч вони і по землі сьогодні ходять в Москві, то вони головою, повірте, вони в реальному бункері знаходяться. Да. А ви ще туди ходите, коли тривога повітряна там? Ні. Зараз не ходжу. Да. Зараз охорона не ходжу. до цього як? Охорона кричить на мене, що це за приклад для людей. Я погоджуюсь. Я вночі йду. Я погоджуюсь, що це неправильно, але мені дуже, у мене це, ну, це такий шлях довгий. Я, до речі, хочу, ви знаєте, в мене є ідея зараз. Покажіть нам бункер. Да, хочу показати бункер. Ну, это, конечно, дальше, это вот, ой, как хорошо, мы так хотели посмотреть ваш бункер. Слушайте, Россия в бункере, а не Украина. Ну, 2 года он жил в бункере, потом начал ездить по планете, да, видимо, вылез из бункера. Слушайте, вот эта вот бункерная штука, помните же это выражение? Бункерный дед, бункер, Путин. Да. Так вот он бункерный, Зеленский. Смотрите, у нас же все повторяется по кругу. Значит, сначала смеялись над отсутствием воды в Донецке. Раз. Бункерный дед был 1, теперь бункерный дед 2. Но самое смешное не это. Все, кто был в этом бункере или знает про этот бункер, подписывают документ, в котором сам факт разглашения наличия бункера уголовно преследуется. И вот нам бы Конституционный суд, который сейчас бы решил, наболтал ли Зеленский на уголовный срок или нет. Как бы, да, но вот такая вот история. Интересно. Слушайте, вот дела. Так, слушайте, так и получается, что война заканчивается, раз такие страшные тайны Зеленский готов повести журналистов, показать. Я не знаю, но вообще, как бы, надо бы ответить, зачем бы все подписывали эту бумажку. Как бы, ну. Или ему можно, а нам нельзя. То есть ему можно совершать, а нам уголовное преступление за это. Это тоже интересно. Тоже бы Конституционный суд рассудил бы нас всех. Но нет, его уничтожил Зеленский еще перед началом войны. Вообще вот эта история, что там в России рабы, они там, правда, ходят по земле, но они в реальном бункере, это вот такой постоянный. За эти 4 года мало поменявшийся, да, нарратив украинской пропаганды, но столкнувшийся с совершенно другой реальностью. Сегодня на самом деле главная новость и главный ад, который можно было только увидеть и представить, что это еще и в канун 4-й годовщины, это тот пост Киевского областного ТЦК. Они прям сделали обложку, показали Баргезе, это из братства Корчинского батальона, ну, с подразделения ГУР. И, в общем-то, давай, его цитата, значит, те, кто боится... В общем, кто против ТЦК, те предатели, все негодяи, но это ничего не удивило. Удивил его рассказ, который зацитировал областной ТЦК, о том, что вытаскивали из прифронтовой зоны мужиков и, получается, гнали на войну. Получается, что разрушен вот этот миф о воинах света и заботе об украинцах, которые ближе к линии фронта, наоборот. И то, что они говорили, что русские придут и вас отправят воевать там, на Польшу или против Украины, вообще все наоборот.
ярчайший эпизод, который показывает вообще отношения, кто в бункере, кто не в бункере, у кого рабство, а у кого свобода. Что вы подумали, когда прочли, а потом этот пост удалили, кстати, прочли вот эти опусы Боргезе? Ну, смотрите, первое и самое главное. Они объявили войну украинскому народу. Они называют их скотами. Это нарушение воинской присяги, которую Боргезе и весь его батальон наверняка приносили, потому что там сказано служить народу Украины и защищать его от любой опасности. Тут бы разобраться, да. Как бы, да. Я очень хотелось бы, чтобы сразу подъехала военная контрразведка, там, военная прокуратура, и начали спрашивать, а как же так? В-третьих, то, что он описывает, это признаки деяний, имеющие очень конкретную квалификацию о военных, правда, это пусть юристы разбираются, о военных условиях, это все отягчающие обстоятельства. Все, человек признается в нечто, что очень похоже на сумму уголовных преступлений. И третье, он призывает в конце, что давайте мы перестанем обращать внимание на все возражения. То есть это при большом желании, если бы была команда сверху, то как это лингвистическая экспертиза СБУ могла бы это признать призывом к свержению конституционного строя. И четвертое, это вывешивает не он на персональной странице, а вывешивает Киевское областное ТЦК, государственный орган. Правда, они потом сняли. Но, то есть, мы так понимаем, что как минимум люди, отвечающие за информационную работу Киевского областного ТЦК, призывают объявить войну народу Украины, как бы поддерживают, что их обзывают скотами, поддерживают совершение комплексного уголовных преступлений, в которых признается фигурант, или деяний, похожих на уголовные преступления, и потом же понимает, что он переборщил, и снимает это. Как бы, да? Но вот они говорят, что они безупречно и сумлинно придерживаются законодательства Украины в своей деятельности. Но если они выставляют такие вещи и снимают, значит, там есть какие-то разумные люди, которые понимают, что они слегка переборщили. Вы считаете, это еще и расписаться в признании, что вы занимаетесь фигней. А еще поддерживают нарушение воинской присяги Киевский ТЦК, как минимум. Это свидетельство, первое, редкой управляемости государства. Вы представьте себе, что выходит сейчас командир американского батальона и говорит, вы знаете, мы там американских налогоплательщиков, на деньги которых мы содержимся и воюем, вытаскивали за ноги, обзывали скотами и тащили куда-то воевать, чтобы проклятые мексиканцы не завербовали их в свою армию или канадцы. Ну, вот на секунду. Или это командир британского батальона. Говорит, вы знаете, вот эти британцы – это скоты. И мы считаем, что их нужно щемить, за ноги вытаскивать из домов и ставить строй прикладами. Или выходит, например, кто там, итальянский, не полковник, а командир батальона. И вам сразу на контрасте станет понятно, что это за заявление и про что это заявление. Очень это ложится в тему Times, которые опубликовали там позавчера, по-моему, материал, что 250 тысяч нужно собирать еще украинцев, и тогда победа будет близка. А если за это время насобирают 450 тысяч россиян, тогда что будет? Так у россиян же, видите, уничтожают, а украинцы, видите... От наших пуль отскакивают, я понял. И в пивидроны, да, облетают их. Хорошо, это замечательная история, но надо поднимать планку выше и как бы смотреть на контекст. Контекст задал Буданов сегодня. Не задал, а обозначил сегодня, когда он говорил, смотрите, мы заходим в Вилку. 26-27 февраля переговоры. Эти переговоры в случае положительного варианта могут закончиться встречей с Путиным, Зеленского. Это не только Буданов подтверждает. Или тогда они срываются, и война. До конца. До конца, до самого, что ни на есть конца, переконца за конца. Теперь возникает вопрос. Как бы, что считать концом? Раз. Что стороны считают концом? Два. Как сам Буданов оценивает шансы на мирное заключение? Да? Какую позицию лично он занимает? Хотелось бы услышать, но журналисты почему-то стесняются задать ему эти вопросы. И каким методом перейдет наше любимое государство, если вдруг выяснится, что до конца? Выходит, Федоров сегодня говорит, мы пересматриваем логику мобилизации. Выходит, но там основное количество негативных смайликов было под этой новостью в телеграм-каналах, что показывает, а не где-нибудь, это же инсайдер, про который мы сегодня так много узнали, интересно, про владельца которого и оператор. Да, что он, оказывается, в спецрезерве СБУ там состоит, бумажку прислали нам, да, Железняку, ответ, что они это очень важные ребята, которые занимаются информационной борьбой
с проклятой Российской Федерацией. Так вот, даже там были негативные отзывы массово на эту новость. Но не это... И плюс дополняет все Зеленский в этом же интервью, который говорит накануне, что вот европейцы нам должны были бы заплатить за контрактную армию. Мы просто купили бы себе бойцов, как покупает Россия. Надо просто очень много денег. Но почему-то европейцы на это не идут. Вот такая история. Как вы отвечаете на вопрос «почему»? Ведь это явка с повинной. Это признание, что Россия действует правильно, а ты нет. И это униженное положение, потому что твои союзники плевать на тебя хотели. Нет, они не хотели плевать, но они просто понимают, что это безумное количество денег, которые они платить не готовы в настоящее время. Они-то и положенные, в кавычках, деньги не могут сейчас дать. Венгрия же наложила вето, и, скорее всего, Словакия может присоединиться к этому вето. Как они будут обходить, непонятно. Но это очень много денег. Подобная история была в начале войны, когда решили платить, думали, что она будет короткая, и попросили европейцев заплатить из офиса 15 миллионов за каждого погибшего. Тогда это было 540 тысяч долларов, безумные деньги. Вот европейцы выделили деньги на 25 тысяч погибших. Тогда. Ну, уже к июню пришлось пересматривать эту цифру. Поэтому они уже понимают, во что это обойдется. Потому что заплати за призыв, потом заплати за что? За реабилитацию, заплати за оздоровление, заплати за смерть, заплати. В результате это десятки миллиардов долларов, к оплате которых они не готовы. Не является ли это поводом для того, чтобы скинуть Зеленского? Тут в очередной раз, но уже лично, выходит Зеленский в этом же преснопамятном интервью и выдает, ну, такой почти, знаете, где-то напомнило, ну, если так поиронизировать немножко, такой гамлетовский вопрос, да? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Значит, вы что хотите, Запад? Меня убрать или выборы? Вот рассуждение его. По-чесному, ви постійно піднімаєте питання про вибори. Я сказав партнерам, ви вирішіть одну річ. Ви хочете позбавитись мене, або ви хочете провести вибори. Якщо ви хочете провести вибори, якщо ви навіть зараз не готові сказати мені чесно, то проведіть ці вибори чесно. Это произведите, это парадокс. Если вы не хотите сказать мне честно, ну тогда хотя бы давайте проведите выборы честно. Дальше он выдает, ну, просто умопомрачительное. Проведіть так, щоб її визнав хто? Український народ передусім. І самі ж ви повинні визнати, що це легітимні вибори. А якщо ви хочете позбавитись мене, то один досвід вам був потрібен фізичний, то інший, третій. Впевнений, що в цьому півріччі придумають ще якусь ідею. Як же позбавитись оцієї, як ви сказали, навіть не людини, та річ, яка знаходиться на дорозі, як ви сказали. От якщо ви хочете позбавитись того, що заважає вам на дорозі, ну так знайдіть в цьому хоча б якийсь, законодавчий шлях. Слушайте, правда все так плохо у Зеленского? Смотрите, он уже ставит вопрос как, что наши партнеры должны ответить на вопрос. Они действительно хотят выборов или просто хотят сменить меня? Из этого сентенции замечательно, как из цветка, из бутона вылазят две интересные пчелы. На одной написано, он практически убежден, что выборы это означает смена его, что его не выберут. Не выберут, так говорит человек, у которого подсознание диктует то, что он говорит. Ожидания. А второе, тогда можно задать ему встречный вопрос. Он действительно не против выборов или просто ищет способ остаться у власти? Это же точно такой же вопрос со стороны партнеров можно задать, для любого здравомыслящего человека. Поэтому я понимаю, что выборы, судя по вот этой всей риторике, это поставлено как ключевое условие для чего-то очень важного. Теперь смотрите, что может быть важно. Важно может быть, например, привязка к помощи дальнейшей. Политической и финансовой войне. Проведение выборов. А если они не проводятся, то размеры, объемы будут снижаться. Может быть такое? Может быть такое. В противном случае тема выборов бы так не педалировалась, а ведь Зеленский практически де-факто в избирательной кампании сегодня. Вся его риторика говорит об этом. И там даже понятно две граничные линии. Одна отрицательная, другая позитивная. Позитивная – это название точного срока вступления в ЕС.
Это будет коронная фишка его избирательной кампании. Уже есть. Потому что логика у него такая, что, смотрите, пусть война, да, все, сложности и так далее, но зато вот вам дата вступления в ЕС. Он мытарит европейцев, душит их буквально. Европейцы, конечно, ни на что такое не соглашаются. Более того, они прямо говорят, копенгагенские условия выполняйте, читайте полный пакет, читайте несколько десятилетий на выполнение. Вот, то есть никогда. А с другой стороны, у него есть крайне отрицательная, то того, чего он боится. Линия, боится пересекать, это вывод войск Донбасса. Он постоянно педалирует, что я не выведу, потому что меня не выберут. В результате украинцы этого не простят. Между двумя этими рельсами он и мечется. Но главное здесь формулировка. Формулировка выдает человека, который на 100% уверен, что если будут выборы, его сместят. Ну, по поводу, кстати, Донбасса, это подтвердил сегодня и Буданов. У него были короткие пресс-подходы, причем так все так коряво, на бегу снято, очень такой брифинг. У него спрашивают, да, конкретно ему задают вопрос, да, в чем, ну, вообще во выборы кто-то вообще говорил на последних встречах в Женеве выборы? Вот что отвечает Буданов, говорит, нет. На перемовинах, от якраз, як не дивно, росіяни, як мінімум цього разу, це питання взагалі не торкалося. Ні. Дуже так скользь, як то кажуть. Це не території, ви зрозумієте. Території – це головне питання. Все інше – другорядне. І для них, і для, мабуть, всіх, мені так здається. Віддайте нам Донбас, це їх позиція. Не знаю поки що. Да, ми підіймали такі питання. Поки що остаточної відповіді немає. Ну, по поводу встречи Путина и Зеленского прокомментировали, но вот этот Донбасс, ведь считывается этот посыл Буданова как то, что, слушайте, да россиянам уже ничего и не надо. Ни конституционные свои земли, ни денацификация, ни демилитаризация, ни вот эти все наборы требований. Донбасс отдайте и все. Ну, вот так да, это все сводится. Так это и есть. Поэтому американцы и бесятся в значительной степени, и часть европейцев. Что с их точки зрения речь идет не о чем, о Донбассе, который простреливается насквозь, и в котором невозможно жизнедеятельность нормальная. Как бы, да, и там продолжение войны, которое для них стоит десятки миллиардов, создает непереваримые риски и прочее, прочее. А для американцев, для администрации Трампа вообще не позволяет заключить выгодную сделку 12 триллионов там, или 1 триллион, неважно, в данном случае. Это последнее ограниченное условие. Во всех остальных местах Путин готов восстанавливаться по линии фронта. Наше предложение звучит, давайте везде станем по линии фронта, даже на Донбассе. То есть борьба идет вот за этот кусочек. Что касается выборов, смотрите, американцам нужны выборы. Трамп на этом настаивает. Потому что условием Путина было убрать Зеленского, и Трамп должен выполнить свою функцию. Говорят злые таксистские языки. Но, с другой стороны, тут Путин немножко лукавит, потому что в каком-то смысле им выгодно, чтобы Зеленский был у власти. Он ухайдокивает Украину такими темпами, что вряд ли кто-то другой это сделает. А следующая фигура после Зеленского, она же неизвестно, как себя поведет. Тот же, например, Залужный, если он побеждает на власть на выборах. Поэтому россияне не особо педалируют эту тему. Что им нужно педалировать? Это освобождение Донбасса в их терминах, в наших кавычках освобождение. Потому что в противном случае им нечего предъявить, за что погиб и был ранен 1 200 000 российских солдат. Это за что 4 года войны. А так спасли народ Донбасса, то, что декларировали, то сделали. Это понятное логическое завершение войны. А если бы воевали, потратили, но Донбасс так и не освободили, причем 2 крупнейших города Донбасса, 3, Дружковка, Краматорск-Славянск, то как бы, ну и что? Что объяснять, почему воевали и почему стали? Ну, Зеленский не уйдет с Донбасса. Вот получается Зеленский не уйдет с Донбасса. У нас получается такая история, вот если суммировать, да, о чем сказал Зеленский уже полуоткрыто, он же играет на опережение, он же хочет показаться как бы проактивным в этой позиции. Сейчас есть выбор, или Зеленский, или Донбасс. Ну, или то есть... продолжение войны, давайте так скажем. Есть еще третий вариант. Некая там экономическая зона, на которой американцы ищут гибридный способ решить проблему Донбасса. Зеленский тоже намекал, что это возможно. Он выведет украинские войска, но российские должны отойти на соответствующее расстояние. Если этот вариант пройдет на встрече президентов, будет обеспечен со стороны Трампа там, с какими-то гарантиями, такой выход еще остается. Хотя неоднократно американские представители, тот же Витков, подчеркивали, что они не верят. Вернее, и Россия, и Украина очень скептически относятся к этой истории с экономической зоной, но это тоже вариант, почему нет?
Ну, то есть вы думаете, что Россия будет отступать? То есть мало того, что они не добились цели и не захватили, так они еще и отступят. Нонсенс. Вот об этом-то и речь. Поэтому шансы на заключение мирного соглашения без выборов в Украине около нуля теплятся. Позиция Зеленского известна и неоднократно заявлена. Он же еще торгует личной гарантией безопасности, кроме этого себе. Да, и, видимо, там не очень складывается или полускладывается. Поэтому упирается. У него есть козырь. Он понимает, в чем нуждаются американцы, в чем нуждаются россияне, и эксплуатирует этот козырь по полному. Он понимает их интересы. Как бы здесь, если ты здесь неуступчивый по ключевому для них вопросу, значит, ты можешь что-то выторговывать или, по крайней мере, тянуть. Он понимает, что пока он тянет, американцы будут его поддерживать, скорее всего. А если это... Тут уже зависит от американцев. Если они упрутся, и как там всякие Блумберги нам сообщали, и экономисты, к маю должны быть выборы, а если он не проводит, они снимают поддержку. Тоже был намек. Американцы говорят, мы устраняемся, воюйте сами, как хотите. Это уже другой расклад. И тут возникает вопрос, действительно ли Зеленский давал приказ на разработку 3-летнего плана обороны Украины дальнейшего и так далее. Поэтому сейчас, увы, к сожалению, шансы на заключение мирного соглашения минимальны. А наиболее оптимальным вариантом, не оптимальным, наиболее вероятным вариантом является продолжение войны как минимум весь 26 год. Еще один аспект принципиально важный. The Telegraph накануне написали материал. Значит, Хилли, да, министр обороны Британии, говорит, я хочу быть первым министром обороны Британии, при котором войска придут, так сказать, зайдут в Украину, британские. Тут очень интересная логика, смотрите, то есть попытка вот этих британских политиков влезть в войну, да, с Россией, ничем, кроме такой боли имперского прошлого, объяснить очень сложно. Ну, там что-то сильное эти солдаты. Нет, вообще не сильное. Они вот как бы начинают... Вот мы в Крымской войне участвовали. Ну, давайте правде в глаза смотреть. Когда это было? Во-вторых, Залужный на этой неделе рассказывал... Ну, как на этой неделе. Это уже новая неделя. На неделе, что прошла между нашими встречами. Он же говорил о том, что, среди прочего, да, все же обратили внимание, там, покушения, вот эти все вещи, интриги. Но он сидел там с британцами. 10 британских офицеров там сидели. Получается, Хилли и его предшественники там, да, они врали, когда говорили нам о том, что они просто посольство охраняют, да и все. Да нет. А вот теперь британский министр обороны хочет отправить войска. И Зеленский выходит, говорит, я требую войск по линии разграничения, нам в Польше не нужны во Львове войска. Зеленский же прокомментировал, он сказал, что британцы готовы дать одну бригаду. Что такое бригада по меркам современной войны? Нынешней ничего. Наши. Что касается британцев очень крепкие вояки, очень крепкие солдаты, крепкие офицеры, поэтому их просто очень мало. Сухопутные войска 72 тысячи. Напоминаю, на Покровск наступает 140 тысяч россиян. Вот на этом направлении. 2 британские армии за раз, и это только одно направление. Поэтому, а у нас численность только ЗСУ – это 11 британских армий. Поэтому, сухопутных войск, по крайней мере. Поэтому, даже на линии разграничения они ничего не решили. Что касается офицеров в штабе Залужного на командном пункте, так это, естественно, там не одни британцы присутствуют, потому что идет огромный объем логистики военной. И хотя бы с этой точки зрения должна быть принимающая сторона, которая отвечает за логистику, ведет по коридорам, распределяет и так далее, и так далее. То есть, это группа взаимодействия. И прочее. Если вы думаете, что они сидят и заставляли Залужного или Сырского там, рисовать стрелочки на карте и говорить вот сюда, вот это не так. Это суверенная территория. Даже такого государства, как Украина, они не влияют на планирование боевых действий. Это решает украинское командование, это совсекретные документы. Поэтому это группа взаимодействия, группа логистики, группа связи, группа, которая передает данные космической разведки, какой-нибудь, что-нибудь там. Вот такое вот. Это группа обеспечения, я бы сказал так. Угу. Алексей Николаевич, давайте тогда о Залужном. Так а что, он сдал назад, говорит, никакой политики заниматься не буду, все. Так он и не давал вперед. Он просто прокомментировал, почему не получилось контрнаступление. Это мы ему приписали все, что это уже поход в политику, что это заявка, выборы и так далее, и так далее. У него, и при том, если бы даже он шел в политику и идет в политику, единственная разумная позиция для него на сегодня – это говорить никакой политики до окончания войны. Или до объявления выборов, по крайней мере. Поэтому, а что он может сказать? Он может сказать, да, я иду на выборы, это взорвет общество сразу немедленно. Он офицер, он не будет это Да как бы он ни хотел это сделать, возможно, он не будет раскачивать лодку.
Это не безответственный Арестович. То есть, подождите, сказать я не могу, а говорить, что Зеленский во всем виноват в 23-м году, он может. Ну, почему во всем? В срыве этого самого, в срыве контрнаступления и в организации подготовки войны. Это уже не от Залужного, это следующая статья в «Гардиан» была, которая обзорная, несколько сотен разведчиков высокопоставленных, они опросили разных стран, западных преимущественно и так далее. И там четкая оценка: Зеленский не готовился к войне. Более того, он подавлял и репрессировал мнение, которое призывало к подготовке к войне, и блокировал, до некоторой степени саботировал план развертывания вооруженных сил и сил обороны Украины, который осуществлялся частично в теневом режиме, вопреки ему. А зачем Залужного убивать? Залужного никто не собирался убивать. Это уже позднейшие интерпретации нашей Елены Соколовой, которую очень часто хочется, все чаще хочется обнять и плакать. Как бы, да, его никто не собирался убивать. Когда приехала Альфа туда, она вышла из бусика, зашла на парковку, а на парковке куча машин, и я был в этом месте просто много раз, и куча народа с оружием. Это похоже на все, что угодно, только не на стриптиз-клуб. К ним подошли, с ними пообщались. К большой чести Альфы, это очень разумные люди, они спокойно отошли, сели в бусы и ждали команды. Что было, Залужный действительно позвонил Ермаку, сказал, что за хрень, вот сейчас у меня там подойдут БТРы, а если надо, танки подойдут, раз такое дело. Вот. А потом позвонил Малюку, Малюк сказал, что я со слов Залужного, что я ничего не знаю, как бы, да, разберемся. Альфа посидела в автобусах и максимально вежливо и корректно уехала. Альфа никогда бы не выполнял такой приказ, они же не сумасшедшие. Более того, я подозреваю, что они не знали, куда они едут, когда им давали команду. То есть, это была чистая акция устрашения, но точно не акция ликвидации Залужного. А как вы относитесь к версиям? Они тоже гуляют в сети на уровне догадок или инсайдов, ну, таких очень страшных, что когда Залужный пропадал, на него навели ракету недоброжелатели, политики российскую, и он серьезно был ранен, и, собственно, это чуть не убили. Это из разряда легенд всяких там этих самых. Был ли он ранен, я не знаю. По-моему, не знаю, это надо его спросить. Я достаточно часто с ним общался в то время, и ни разу не видел, что он проходил лечение в тот момент, как бы, и так далее. Но это надо уточнить. Может быть, он где-то был как бы ранен и прочее. Что я знаю, что ко мне подошел Ермак после этого и говорит: пользуйся своими хорошими отношениями с Залужным, нам надо восстановить наши отношения с ним. И я некоторое время выполнял роль координатора между Ермаком и Залужным. Вот, как раз пытался понять. И вот я очень хорошо помню, почему, как и зачем там происходило, и как готовилось это контрнаступление. И вообще вот этот период, когда я этим занимался, несколько недель, они очень хорошо высветил систему отношений между офисом и Залужным. И она была, мягко говоря, далека от идеала со стороны офиса. Залужный демонстрировал полнейшую лояльность во всем. Он скрипел зубами, но демонстрировал. Чтобы вы понимали, дилетанты рассуждают в количествах танков, ракет и FPV-дрончиков, а профессионалы всегда определяют, что самое главное – система управления войсками. Потому что, когда большая война идет, технологии, как правило, им приписывают сказочные свойства, но на них очень быстро находится противодействие, борьба щита и копья идет постоянно, и технологии никогда ничего не решают, по большому счету. А вот что решало, где и реально возможный прорыв на войне? Это смена системы управления войсками, подготовки войск и так далее, система мотивации. Это все политические задачи или задачи стратегического масштаба верхнего. Так вот, практически ни одно предложение Залужного, которых он до войны еще очень много делал офису, в начале войны, и вот в эти несколько недель в подготовку контрнаступления не было принято. В частности, он уже тогда хотел создать киберсилы, он хотел создать тогда уже войска беспилотных систем. Тогда. Не через 2 года, а тогда. И он хотел расставить кадры определенным образом. Он совершенно определенным образом хотел перестроить работу воздушных сил, тех же самых повітряных сил. Было множество предложений, которые являлись результатом анализа первоначального периода боевых действий. Там кадровые всякие были варианты. Например, Содоль ему очень не нравился, он хотел убрать Содоля, но среди прочего. Но там происходили интересные вещи. Офис напрочь ничего не принял. Опять же, переход на дивизионную и армейскую систему. Создание оперативного звена, создание соответствующих штабов, органов управления. Все это отметалось напрочь офисом, напрочь демонстративно. И возникло же еще. С марта 2022 года офис начал создавать себе параллельную армию во главе с Сырским.
Сырский пришелся ко двору офису очень сильно. И командующий сухопутными войсками – это 79%, 76% всех вооруженных сил. Армия в армии. Офис начал заигрывать с Сырским. Офис начал, очевидно, противопоставлять Сырского Залужному. Офис отдавал Сырскому указания и приказания, минуя Залужного. И не только Сырского. Да. И как бы наиболее это выразилось полно в двух вещах. Первое. Когда решалось наступление, куда бросить войска, которые мы накопили. После Харьковской наступательной операции на осень 22-го Залужный предлагал прорыв на Крыму сразу, от Запорожья. Но офис настоял на освобождении Херсона по политическим причинам. Освобождаем правый берег. И что областной центр единственно захвачен. И предъявим это как результат. И в результате кровавейшая операция за освобождение Херсона. И мы не вышли к Крыму. Если бы мы тогда пошли на Крым, то даже при очень средних результатах это могло бы стать коренным переломом в войне. Залужному не дали это сделать. Раз. Второе. Когда россияне накапывают там 6 линий обороны, закапываются, перебрасывают туда огромное количество войск, в несколько раз превышавших количество наших войск наступавших, у нас готовятся 3 армейских корпуса для того, чтобы туда идти. Залужный не может отказать, потому что он подчиняется, как главнокомандующий, верховному главнокомандующему, выполняет его приказы. Ему приписывают вот эти все сейчас младшие сержанты, которые полезли раздавать указания Залужному. Они же приписывают ему что? Что ты должен был положить партбилет на стол или написать заяву. Ну, представляете, как раскололось бы общество и как раскололся бы поддержка союзников, если бы он это сделал. Поэтому Залужный сделал, на мой взгляд, крайне нелегкий выбор, наверное, самый тяжелый в его жизни и карьере, поддержать контрнаступление, несмотря на то, что россияне уже закопались. Потому что я присутствовал при разговоре Залужного с генералом Милли дважды. И я очень четко помню, что Милли ставил в прямую зависимость, в прямее некуда, дальнейшую поддержку вооруженных сил Украины, вооружения военной техникой, данными разведывательными и так далее. Он сказал, создайте мне ситуацию, когда я объясню Конгрессу, что это не зря. Конгрессы уже тогда назревали скептические настроения. Он четко ставили, не будет контрнаступления, будут снижаться объемы поддержки. И вот Залужный работает в треугольнике. Давит офис. Присылают Альфа арестовывать. Мы же забыли еще одну интересную вещь сказать. Первое уголовное дело ДБР на Залужного завело, как вы понимаете, не само, 4 марта 22 года, на 8-й день войны. Ему пришили ни много ни мало измену Родине. И главнокомандующий у нас командовал войсками обороны Киева и всей страны, находясь под статьей «Измена Родине». На секундочку. А в апреле 23-го, это вот уже перед контрнаступлением, когда в разгаре он занимался планированием контрнаступления, ему и группе старших офицеров генерального штаба, Шаптале, начальнику генерального штаба, замам Залужного, Наеву, пришили служебную халатность, которая повлекла тяжкие последствия. Вот. И начали таскать избушные ДБРовские эти самые следователи. Причем один из генералов мне рассказал, что как выглядит допрос. Говорит, меня отрывают от боевых документов, от планирования. Я приезжаю, а следователь говорит, вы извините, товарищ генерал, они не быковали следователи, им самим было стыдно. Но они говорили, вы извините, пожалуйста, вот вы здесь говорите, что вы перебросили роту, а тут батальон. А чем отличается рота от батальона? Ну, понятно, да. Как вы понимаете, время допросов и время пребывания генерала на допросах в таких условиях, при такой квалификации следователя увеличится в десятки часов, в десятки раз. То есть их практически не давали планировать боевые действия. Я сейчас про нервы не говорю и про доверие со стороны государства. То есть Залужный под 2 уголовными делами, под тяжкими статьями руководил армией и обороной Украины. Его ни одно предложение, практически ни одно, 99% его предложений не было принято, которые должны были по результатам первого года боевых действий, даже первого полугодия, радикально изменить характер вооруженных сил Украины. И нашу систему обороны к лучшему должны были изменить. Поверьте, я могу это оценить. Не были приняты. Так вот, потом на него осуществили давление уже Альфы. И вот осуществляют давление параллельно американские союзники, и он в растяжке стоит. Или он делает публичный демарш, и тогда колется армия, колется общество. Мы вместо чего консолидации имеем раскол. Раскол после успешной Херсонской, успешной Харьковской операции, когда россияне проигрывают войну. На это был короткий этап, когда они были в минусе, в динамике минусе. И еще подрываем помощь западных союзников, которые видят, что в стране ссорится главнокомандующий с верховным главнокомандующим. Репетиция была потом, в ноябре 23-го, после контрнаступления, когда статью написали, закончилась отставкой Залужного. То есть это была мягкая репетиция. Можете представить, что было тогда на том этапе. Поэтому он принимает единственное, на мой взгляд, верное решение в этой ситуации, которое
жалкое, слабое подобие которого я принял в 22-м, когда перед началом войны я сказал: распаковывайте чемоданы, когда точно знал, что война будет начинаться. Это так называемый офицерский выбор, который, кстати, не в мою защиту, мне не нужна защита, но подтвердили в статье «Гардиан» западные разведчики, аналитики. Они сказали, что если бы власть сказала, что будет война обществу, была бы паника, которая не позволила бы осуществить мобилизационное развертывание, и мы бы проиграли войну в самом начале. Я четко это понимал. Я понимал, что дороги будут забиты. Во-первых, расколется общество. Часть покрутит пальцем у виска, скажет идиот. И часть побежит, забьют дороги беженцы. Армия не сможет развернуться с запада на восток. И помощь не дойдет. Поэтому в глаза соврал людям. Это офицерская история, мало понятная гражданским. И я понимаю, что вы ее осудите, скорее всего. И очень многим военным. Потому что за ней стоят жизни, Алексей Николаевич. Потому что за ней стоят жизни. Но офицеров учат жертвовать одними ради других. То есть военные жертвуют гражданскими? Жертвуют в том числе и гражданскими. Более того, всех военных прямо учат, например, ПВОшников, что по гражданским пусть летит, прикрыть надо особо важные объекты, чтобы вы понимали. Вы знаете тест на военного врача и на гражданского? Как отбирают на военного врача? Нет? Ну, говорят, привозят 3 раненых, один легко, один средний, а другой умирает. Кому ты будешь помощь оказывать? Гражданские говорят тому, кто умирает. Это полная дисквалификация для военного медика, потому что военный медик должен оказывать помощь легко раненому. Что легко раненый быстро вылечится и быстро станет в строй. А этого тяжелораненого по остаточному принципу, если удастся вылечить, тогда да. Это очень жесткая логика, непонятная гражданским. И я вполне допускаю, гражданские никогда ее не простят. Но я понимаю, в какой логике действовал Залужный. Он понимал, что раскол власти публичный, подрыв с помощи союзников, это означает для Украины катастрофу внутриполитическую, внешнеполитическую. Напоминаю, что поддержка вооруженных сил на соплях висела. 2 апреля 2022 года у нас осталось 4 ракеты к «Смерчу», основное средство дальнобойного поражения. К моменту контрнаступления у нас закончилось нахрен все советское оружие, и единственное, на чем мы выгребали, это западное. Поэтому в этот момент подорвать или хотя бы проблематизировать или оттянуть вопросы поставок помощи. А я напоминаю, что после Херсона, когда Путина уговаривали не входить в зимнюю кампанию, Запад на несколько месяцев приостановил поставки вооружения и военной техники. Мы висели на соплях. Снабжение нашей армии висело на абсолютных соплях. Люди этого просто не знают. Поэтому, если бы он на это пошел, эта сопля могла бы перерваться в любой момент. Поэтому он перекрестился. Я уверен, что это тяжелейшим камнем лежит на его душе и принимает офицерское решение пожертвовать одними ради общей победы. Или хотя бы не проигрыш. Ну, просто смотрите, давайте к чести того, в духе вот этой логики, абсолютно понятные, да, вот это логичные... вот эти ТЦКшные сейчас приемы. Это же, подождите, это же еще не все. Давайте я договорю, потом вернусь к ТЦК. И он говорит, что? Он говорит, что он принимает решение о проведении этого контрнаступления, хотя россияне накопались, окопались и ждали. Но из 3 армейских корпусов выходит Сырский с идеей: а давайте я Бахмут отвоюю тем временем. У Залужного забирают целый армейский корпус. То есть 33% тех войск, которые должны были внизу быть для решения задачи, у него забрали. Забрали. Потом была бестолковейшая мясорубка за Бахмут, которая ни к чему не привела. Это кошмар, ужас. И на самом деле, когда сейчас речь идет, вот эти ОПшные товарищи, блогеры и спикеры начинают трындеть о том, что или не ОПшные, а по доброй воле, что вот надо осудить Залужного за контрнаступление, я просто... Из этого есть очень простой выход. Надо озвучить цену Бахмут для украинского общества. Оно ужаснется. Там цифры погибших с 4 нулями, чтобы вы понимали. Я первую цифру не назову, но за ней 4 нуля. Вот это повоевали за Бахмут. Поэтому, смотрите, что касается... То есть, это было изначально, и сделали все, чтобы Залужного не получилось. Вот там контрнаступление. Теперь я возражу тем, кто говорит, что это, включая Картевича, который говорит, что там был такой бардак на поле боя и прочее. Вот это Тарнавский, Зубанич и прочее. Они негодяи, сволочи и марьяне заодно. Друзья мои, я присутствовал при назначении Тарнавского и Зубанича на направление. И знаю, как это было. Их продавили из офиса. Зеленский сказал, что надо их. Залужный их не хотел. Точнее, у него был выбор, и он не склонялся к этому выбору. Поэтому очень многие генеральские должности, ключевые люди на должностях назначались вопреки Залужному, по рекомендациям военной группе офиса, и которая дула в уши Зеленскому, и он принимал соответствующее решение, опять же, по документам надежный и прочее, под постоянным давлением ДБР и СБУ. То есть, ставили не тех людей, которых хотел Залужный. И не Алексей так ставили, которых хотел Залужный. Чтобы подсуммировать тему Залужного, так а чего он добился?
Да, он добился того, что не была прервана помощь от союзников и не было раскола внутри Ну, общества. смотрите, там ему генералов подсовывали, тут у него еще какие-то проблемы, тут еще какие-то. Так а в чем его тогда? В чем он железный генерал и в чем успех? Он железный генерал в том, что он не позволил критическую для страны наступив на собственное самолюбие, не позволил подорвать согласие внутри страны и снабжение армии. И защиту союзников, и вообще поддержку союзников консолидированную. За это ему можно сразу давать 3 героев Украины, поверьте мне. Он в тяжелейших условиях принимал нечеловеческие условия, и сейчас выгребает от этой всей сволоты, с которой он фотографировался, приводил к власти, жалел, гладил по голове. Теперь отвечаю на ваш вопрос по ТЦК. Можно ли оправдать ТЦК? Нельзя. По Это той же совершенно- логике, что и с Нет, 24 это совершенно- февраля. Нет, Простите. это совершенно другая история. ТЦК, насилуя граждан Украины, а у нас сейчас ни дня без насилия, оно же только прикрывается тем, что мы вынуждены проводить мобилизацию и так далее и прочее, но она подрывает доверие к вооруженным силам. Таким образом, проводя мобилизацию. Залужный его сохранял, а ТЦК системно подрывает. Так вот, я вам хочу заявить, что в войска был разослан документ интересный сегодня. Он не имеет грифа, поэтому я с удовольствием озвучу его части. Вот. И было, цитирую, провести служебное приказываю главнокомандующий провести служебное совещание с целью изучения комплексной программы адаптации вновь прибывших военнослужащих к условиям военной службы перед началом базовой общевойсковой подготовки. Значит, надо к приказам командира части создать координационную группу, а задача у нее следующая. Смотрите внимательно. Так, снижение тревожности и напряжения среди вновь прибывших военнослужащих, формирование четкого понимания порядка прохождения военной службы, ее этапов, подать понятную и актуальную информацию касательно прав, обязанностей и гарантий военнослужащих, выявление проблемных вопросов, которые могут причинить самовольное оставление части или дезорганизующее проявление. Как вы думаете, если главнокомандующий высылает такой приказ войска, это почему такое случилось? Это прямой результат деятельности ТЦК и начало гражданского сопротивления системного деятельности ТЦК, потому что сейчас уже нет ни дня, когда бы не дрались ТЦК. Так вот, действия ТЦК подрывают вот эти вот системные нарушения прав человека, подрывают доверие к армии и вбивают клин между народом. Народ начал уже сопротивляться. Залужный сохранял ценой карьеры, ценой репутации, ценой очень нелегкого выбора, ценой жертвы людей, которых он вы же знаете, вот с моей точки зрения, я его знаю 30 лет. Это самый человечный генерал, которых я видел. Он реально болеет за каждого погибшего. Вы не представляете, какой камень он взял на душу, когда соглашался на это контрнаступление, но он военный, он приучен жертвовать 10, чтобы спасти 1000. Как бы ни было это обидно этим 10. Так вот в чем фишка. ТЦК действует прямо наоборот. А кто, давайте вернемся к теме, кто так организовал ТЦК? Армия должна подхватывать призывника только тогда или мобилизована, когда за ним закрываются двери военкомата. По-старому. До этого это не армейское дело. Поиск задержания уклонистов, которые в розыске, это национальная полиция. Национальная полиция с этого сдыхалась. Организация мобилизации – это президент Украины, согласно, и кабинет министров, и местные советы, и даже работодатели на работе. Армия вообще ни при чем. Армия сделала колоссальную ошибку на это, согласившись. Я не знаю, кто и как принимал эти решения, но я советую ДБР заняться главным управлением персонала. Потому что вы ловите отдельных военкомов, с виллами и дворцами в Индии, где там они еще покупали. Но когда вы тряхнете главное управление персонала, вы сможете купить Аляску или Гренландию за их однодневную выручку. Так вот, это была главная диверсия против государства, о которой я криком кричал, еще находясь в офисе, на всех совещаниях и публично в эфирах с Фейгиным. Поднимите, посмотрите, потому что тогда уже была заложена мина, что человека в форме начнут бояться. Бояться, а он должен быть защитником, он должен вызывать теплые чувства народа. Только так можно устоять в этой войне и вообще в любой войне. Поэтому нельзя сравнивать. При всей видимости, что допускаются жертвы, это принципиально разные вопросы. К сожалению. Или к счастью. Значит, по поводу... Алексей Николаевич, Да. я не могу. Это, конечно, большой соблазн. Зеленского можно слушать и слушать. Но вот вы говорите, там вот можно взять, купить. Там. Слушайте, да молодцы же. Так и сказал сегодня Зеленский. Молодцы, с коррупцией борются. Вот как. Он сказал, що в некоторых європейських странах більше, ніж я вважаю, це правильно. І те, що у нас всі знають про це говорить про те, що ми відрізняємося від русських. А те, що у нас корупції більше, ніж будь-якій іншій європейській державі, брехня.
Абсолютна брехня. Ми прекрасно розуміємо, є багато різних рейтингів, які міряються, є багато різних кейсів. Всі чітко розуміють. Адекватні люди розуміють, що у нас така сама держава. Але в цій країні є корупція, і її показали. Є. Але тільки вона є в Такая финальная. Є коррупция, да. Но мы боремся. кожній країні Європи. Давайте чесно. Просто хочете, щоб ми визнавали наші слабкі місця, і це одне з наших слабких місць, але при цьому не втрачали гідності і поважали Україну, і не говорили, що у нас є, а у інших немає. Це не те, чим треба хвалитися, безумовно. Але те, що ми з нею боремось, я вважаю, що ми молодці. Молодцы, борются, Алексей Николаевич. Ну, это же беззубые журналисты, они же виноваты. Они бы спросили, хорошо, ваш Ростислав Шурма, замглавы офиса, которого, с вас одобрения которого вы назначали, вы не мог одобрить. Ваш подчиненный, по сути, через одного, через Ермака, через главу офиса, обвиняется в государственной измене и переводе денег на оккупированные территории. Как вы это прокомментируете? Как вы боретесь с этой коррупцией? Как чувствуете ли вы ответственность? Почему человек проработал больше года в офисе, его никто не подозревал? Как его проверяли? Как его назначали? Как это было возможно? И так далее. Это же его прямая ответственность. А про абстрактную коррупцию, конечно, легко всегда поговорить. Про Миндича бы спросили там непосредственно. Про Ермака, про которого он рассказывает, что я его уволил не из-за коррупции, а у меня были другие причины. Назовите причины, господин президент, тогда. Да. Поэтому это журналистика же еще такая дисквалифицированная. Комплиментарное интервью берут. Ему же это интервью брали, чтобы дать оправдаться по ключевым вопросам, то есть месседжи послать соответствующие. Давайте мы вернемся еще к внутренним делам. Давайте о фронте поговорим. Значит, вот тут очень нужен экспертный комментарий. Вы в теме с Залужным, и в принципе логично, это сейчас в годовщину тоже многим будет интересно вспомнить, в очередной раз подискутировать, а надо было предупреждать, не надо было предупреждать, а как выходили из Херсона россияне, и как они принимали это тяжелое решение, и как окапывались, вот эти рыли линии Суровикина. Слушайте, Алексей Николаевич, сегодня вообще это не линии Суровикина. Вот, пожалуйста, репортаж в российских медиа. Да, я видел. Место. По этим туннелям подземного командного пункта на УАЗике можно ездить. Да что там на УАЗике? Здесь танки легко пройдут. В группировке «Восток» 36-ю бригаду в шутку называют метростроевской. Километры тоннелей нарыли. Но мы еще углубились еще ниже, чтобы было уже совсем, так сказать, безопасно. То есть, смотрите, картинка, да, тоннели, танки, и вот проходятся генералы, корреспондент, да, в общем, не генералы, имеется в виду военнослужащие, да, и вот как у них выглядит вот это все. Слушайте, образцово-показательные вещи, то есть генералы висят вон на портретах. Я вам больше скажу. Когда россияне отошли от Киева, я поехал по местам боевой славы посмотреть на их позиции. Это просто идеальная позиция была. Это ее величество, как это инженерная академия могла бы гордиться этими самыми. Причем это рыли рядовые подразделения, рядовые мотострелки, рядовые десантники, просто образцово-показательные. Я когда ходил по этим окопам, я диву давался. Так Такое смотрите, там что... фикусы стоят в горшках, Алексей Николаевич. Да, это значит, что российская армия работает системно. И как бы завершается этот репортаж, да? Но это, конечно, очень интересно. Вверху сколько метров? Еще 3 метра сверху. А что там, бетонные плиты? Там бетонные плиты, плюс перекрытия деревянные, и плюс еще накат земли, чтобы не было никаких ударов химерсов и Авиабомб. да, чтобы можно было выдержать, соответственно, это масштабный удар. В сердце подземного командного пункта ситуационный центр с десятками мониторов, на которые в онлайн-режиме передается картинка с дронов-разведчиков и ударных коптеров. Так, вот смотри, вот он, где? Вот он на подходе, вот он подлетает. То есть сидит, говорит, вот он подлетает. В общем, как бы... Да. У меня вопрос. Это для того, чтобы что такие вырытые по линии Суровикина или где-то на запорожском направлении укрепрайона? Это не укрепрайон, это командный пункт группировки, скорее всего, южной группировки. Они выдают это за командный пункт одной из бригад, но, поверьте, бригаде не нужен такой командный пункт, у него гораздо меньше людей на командном пункте. Поэтому это, скорее всего, штаб направления, нам показали его. А штаб направления на 4-й год войны – это очень системная история, там можно бассейны с теннисными кортами построить при желании. Но у россиян, поверьте, все хорошо с инженерной подготовкой.
Вот просто образцовый показатель. Это одна из самых сильных сторон. Раньше советская, а ныне российская армия. Они ее демонстрируют. И вообще есть хорошая такая повесть на свете, которая звучит так. Порядок бьет класс. Вот у них все с порядком в порядке. В этом смысле. Просто сейчас расходится такая яркая информация. Зеленский в интервью, чуть позже Сырский уточнил. Зеленский 300 километров, ну, наверное, не успел просто перед интервью получить свежие данные, а Сырский уточнил, что с конца января 400 квадратных километров Украина отвоевала. Этих 400 квадратных километров с курвиметром никто посчитать не может, потому что, как Зеленский объяснил, это большая тайна и для украинских аналитиков. Где эти 400? Ну, представим себе, что они есть. Давайте мы посмотрим, что такое 400 квадратных километров. Это 20 на 20 километров. С января. 2 месяца. Ну, можно, конечно, гордиться, потому что российская армия за месяц 450 еле-еле захватывает, как бы большой ценой. Но на самом деле это же отнюдь не назовешь большим достижением. Или там каким-то фундаментальным изменением и так далее. А как могли набрать 20? Набрать 20, я вполне верю, что в течение вообще по всей линии фронта, отвоевав там километр, там 3, там 5 на разных направлениях, по кусочку набрало 400. Может быть, не в одном месте, а там у нас же контрнаступательные действия и под Константиновкой, и на Лиманском направлении, и Купинское. Скорее всего, посчитали все вместе, а не то, что в районе Терноватого и Залезничного там они там поскакали и отвоевали 400 километров. Ну, парадоксально, у россиян каждый день продвижение. Так фронт очень большой, где-то продвижение, где-то отступление и так далее. Из нового, то, что я говорил в прошлый раз, мне не лень повторить, что мы вообще предприняли контрнаступательные действия при нынешнем состоянии наших сил и средств. Но опять же, за счет чего? За счет того, что с одного направления сняли и перебросили части штурмовых войск и ДШВ, которые потом развивают успех, а не потому, что у нас какие-то там таинственные резервы. Война – это бог на стороне больших батальонов, выигрывают резервы, а резервы создать не получается. Мы дергаем одни войска с других, и какие бы ни участки фронта с одних на другие, и какие бы ни были результаты, само по себе это очень скверный признак, что так приходится делать. Если пробежаться по линии фронта, у меня есть буквально там пару вопросов. Да, первое, вот то, о чем мы говорили с вами по запорожскому направлению. Сегодня вовсю трубят о готовящемся рывке на Запорожье, о котором мы говорили 2 недели назад, или как популярно говорить, 2-3 недели назад. В наших с вами эфирах это все произошло, и говорят, что уже якобы что-то готово вот здесь, на подступах к Запорожью. Нет, вот эти укрепления, которые мы только что посмотрели в российском сюжете, это немножко в другой стороне, но тем не менее Запорожью сейчас угрожает серьезный замес. Ну, я думаю, что мы посмотрим, угрожает или нет. У меня нет реальных данных, но на самом деле мы же срезали часть, по Купинскому примеру, срезали фланг как раз у группировки, которая вдоль Днепра двигалась на Запорожье. И, возможно, понадобилось поднять немножко штаны российского боевого духа, заявляя такие вещи там российскими корреспондентами. Возможно, действительно что-то готовится. И это же война тиктоковская. Потому что мы объявляли, что будет контрнаступление, и где оно будет, что они объявляют, что будет наступление. Вполне может быть и такое. Мы посмотрим в ближайшее время, через эти самые 2-3 недели. Значит, запорожское направление, вот это вот загадочное, да? Как это правильно сказать? Загадочные 400 квадратных километров нам вроде как говорят, что они могут быть где-то здесь, да, в районе Терноватого, вот здесь. Они размазаны, эти 400 километров. Размазаны по всему фронту. Но вроде как Starlink пережили россияне, отключение. Армия не может жить только на Старлинке, на одном виде связи. Если у тебя есть, в приличных местах учили как, что прежде чем ты куда-то пойдешь, даже из столовой в сортир, у тебя должно быть 5 вариантов связи. В самом худшем положении 3. И 3 это не с одного телефона 3 абонентам. У тебя должен быть телефон, радиостанция, еще что-нибудь. И голубь почтовый, там условно говоря, не вдаваясь в подробности. Поэтому в нормальной армии, в российской армии со связью всегда было все хорошо. Как в анекдоте. Все прошло отлично, и даже связистов не трахнули. Но Starlink просто был настолько удобен,
во всех отношениях, что не имел, простите, аналогов, и, конечно, им широко и от всей души пользовались все, кому не лень. Но когда лишают этого удобного средства, это означает только одно. Российская армия не лишилась связи, она лишилась удобного средства связи. И когда запретили телеграм-каналы, российская армия не лишилась связи, а лишилась одного из удобных способов организовывать взаимодействие там, да, по чатам и все остальное. Вот и все. А когда громкие заявления, что мы их лишили связи, ну, это отнюдь не соответствует действительности. Значит, Алексей Николаевич, и вот второй важный момент. Сегодня сообщили, и в принципе карта Deep State нам рисует примерно похожие вот эти ручейки тоненькие. На 2 километра приблизились к Славянску российские войска по вот этим дорогам. Ну, Я же говорил, что будет фронтовой рассекающий удар, ну, будет, вернее, рассекающий удар во фронт, фронтальный. Не фронтовой, фронтальный, от Часового Яра по дороге Часов Яр-Славянск. Вот это он и есть. Бахмут-Славянск. Это он и есть, да. Они создают, они полуокружают Славянск и Краматорск с севера, с востока и с юга. И с юго-запада хотят окружить на Доброполе. И рассекающий удар в лоб они наносят, да, потому что нужно, это по классике оперативного искусства, все как учили в автошколе, все делают. Битва за Лиман. Для нас, смотрите, чем это важно? Для нас это означает переход к следующему этапу, фронтальным ударом рассекающим, которого еще недавно не было. То есть, можно сказать, что в борьбе за Славянск-Краматорск, за агломерацию начался новый этап. Это мы можем констатировать. Фронтальные удары вы имеете в виду... Вдоль линии коммуникации, вдоль дороги основной. Ага, ну вот эту линию перерезать, которая... Есть просто последовательность действий на оперативном уровне. Сначала ты создаешь угрозу с флангов, разматываешь по флангам, сковываешь давлением по фронту. А когда, с твоей точки зрения, противник размяк, его оборона уже пропустит фронтальные удары, и ты накопил силы и средства, ты переходишь к следующему этапу. Есть формирующие операции, есть обеспечивающие, есть на реализацию. Вот это уже пошел этап на реализацию. Фронтальные удары рассекающие. Это следующий этап борьбы за Славянск-Краматорск. Битва за Лиман и это направление прокомментируйте, пожалуйста, потому что там зашли и закрепились еще, ну, в части города. Есть такая информация. Есть информация, что что вооруженные силы Украины перешли к контратакующим действиям, не контратакующим, наступательным действиям в этом районе. И достоверной информации нет, поэтому не хотелось бы в это путаться и рассказывать, что вот на самом деле дела обстоят так. Я думаю, что там встречно-поперечная история. Где-то продавливают россияне, наступают, где-то мы там наступаем. Поэтому, так, где-то в среднем. Но, что касается Лимана, это часть операции по захвату Славянска-Краматорска. Ну, и, в принципе, оставшейся части Донбасса. Как более широкая. И, конечно, это имеет ключевое значение, потому что это дистанция, на которой российские войска наиболее близки к Славянску сейчас. 16 километров, 15. По фронту, знаете, важно сказать другое. Я, если честно, был немного обескуражен вот этими словами, как это? Ну, они же как говорят, мы свободовцы, мы мы вот на земле, да, вот плоть от плоти. Значит, Петро Кузак, он же политик был от «Свободы», ну, там по эфирам довоенным, я там, например, с ним пересекался в разных студиях, а сейчас же он пошел, говорит, мы штурмовики, и вот он комментирует ситуацію. Я вам скажу, що зараз там дуже пристойні цифри, ну реально пристойні цифри, і вони офіційні, бо кожного знищеного ворога ми подаємо звітність і подаємо відео підтвердження. То зараз уже там статистика доходить там на деяких ділянках фронту більш-менш удачних, там 100 до 1. От якби отак зафіксувати, ну це зрозуміло, що це там поєднання багатьох факторів, в тому числі і удачі. Але тим не менше, щоб отак от зафіксувати таку роботу, масштабувати і довести, дай Бог, до нуля, там, ну, чи хоча б до таких цифр. 100 к 1, Алексей Николаевич. Ну, вы знаете мое отношение к этим деятелям, которые пытаются играть фашистов, но у них не получается. Это, с моей точки зрения, несмотря на все боевые заслуги, которые у них действительно есть, у того же батальона «Свобода», это клоуны, которые проиграли войну с Чебурашкой. Да, и с Машей и Медведем. Поэтому люди, которые всерьез борются за то, чтобы с котом-бегемотом
с Ишуа Ганоцри, да, литературными персонажами и детскими мультфильмами российскими, о чем можно говорить? Они смогли сочинить 1 к 1000, почему нет? 1 к миллиону. Кроме того, если быть объективным, могу вам сказать так, что на отдельном направлении, в отдельном боевом эпизоде может быть такое соотношение сил. Вполне, вернее, потерь. Может быть, даже 2 подряд эпизода. Но это не означает, что подобное соотношение по всей линии фронта. Реальное соотношение между нашими и российскими потерями очень неблагоприятное для нас. Оно где-то 1 к 2,5. Для того, чтобы Украина имела боевой успех, оно должно быть 1 к 6, 1 к 7. Чтобы вы не падали в обморок, это не означает, что российская армия не умеет воевать, а это при прорыве подготовленной обороны, это норма 1 к 6, 1 к 7. Потери между обороняющимся и наступающим. Поэтому, ну да, может быть эпизод, где 1 к 100. Американская армия вон в Хишаме, когда был эпизод, когда Вагнер перемешали с песком, вообще никого не потеряла, а убила несколько сотен. Всякие возможные отдельные эпизоды. Обратные тоже, когда россияне не потеряли никого и, например, ударили по полигону и убили много наших. Да, вопрос в том, какое общее соотношение потерь. Оно крайне неблагоприятно для Украины. Оно даже не 1 к 3. Поэтому, несмотря на то, что уже 2 месяца подряд, согласно заявлению Сырского, допустим, мы ему поверим, или несколько месяцев подряд российская армия теряет больше, чем набирает, общее соотношение потерь за войну 1 к 2,5 где-то. Это критически для нас невыгодно. Это даже не 1 к 3, как должно было бы быть во время стандартных таких общепринятых подходов соотношения обороны и наступления. В начале войны, да, действительно было 1 к 6, 1 к 7. Мы долго держали эту историю, когда россияне наступали в меньшинстве, собственно говоря. А когда они провели несколько волн мобилизации, обеспечили постоянный приток контрактников, насытили личным составом войска, все стало немножко грустнее для нас. Поэтому радоваться здесь нечему. И воюйте дальше чебурашками, ребята. Что я могу вам сказать? И фиолетовые лучи, и что там еще, и рассказки про то, как мы всех побеждаем. Кто в деле, тот реально знает отношения, и оно отнюдь не радует, поверьте мне. Я не хочу показывать, да, много этих видео на самом деле есть, и сейчас же 24-е, поэтому и завтра, наверное, будет. Украинцев... Кстати, по поводу 23-го, мы не можем не сказать, что это день депортации чеченского и ингушского народов, 82-я годовщина, что отнюдь не является праздником для них, по крайней мере. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но я выражаю сочувствие и память погибших, потому что наряду с тем, что это день Красной Армии, это еще и день депортации, это трагическая страница. Я почему говорю? Потому что у меня родная тетя была народной учительницей Чечни, она все долго там работала, и я наслушался этих историй реально вживую. Это действительно очень трагическая страница. Я просто чувствую себя по-человечески обязанным об этом сказать. Я просто... 44-го года, я имею в виду. Да, я просто, смотрите, я очень хотел бы услышать ваши отношения. Вышел материал на CNN, и там, собственно, 1 в 1. Все как там на российских ресурсах. Вот этот нарратив звучит о том, что у нас Украина превратилась в страну вдов и сирот. Сегодня, как по заказу, 23 число, да, Зеленский провел награждение, кстати, сегодня военных. Ну, а чего? Надо наградить. 23 февраля. И сегодня очень интересная акция была в городе Львов на кладбище. Значит, зажгли лучи памяти, тем самым показав вообще масштабы, да, то есть понятно, что зажигали не везде, не у всех, картинка вот то, что она передает, вот таким вот образом. Это Львов, там Лычаковское кладбище, вот горят они все вверх, эти лучи, куча свечек, лампадок, в общем-то, память почтили. Ну, понятно, да, как всегда гимн исполняют, кладбище, рука на сердце, память, 23 число. А параллельно во всем мире все выходят и поддерживают Украину. И много, скажем так, таких странных, да, криков о том, что мы вроде за Украину, мы все вместе, но назад почему-то никто не хочет возвращаться и помогать Украине побеждать. Но никто
В общем, все поддерживают Зеленского и говорят, ни в коем случае Донбасс отдавать нельзя, ни в коем случае, собственно, на уступки никакие идти нельзя. Вот границы 91 года, вперед, весь мир услышь. Скажите, пожалуйста, этим людям уже плевать на страну вдов и сирот? Нет, им не плевать. Просто это стандартное двоемыслие. Украинское. Ну, даже не украинское, а постсоветское. Все же учились мимикрировать. Но, вы знаете, старожилы говорят, что в Украине нынешнее положение гораздо хуже, чем при Советском Союзе. В Советском Союзе, по крайней мере, интеллигенция держала официально, конечно, сидела на партсобраниях, ходила на эти самые... на демонстрации, на субботники, но, по крайней мере, на кухнях говорили, не стесняясь, и в лабораториях. Фронта была очевидна. Высмеивали правду, публикации правды, там анекдоты про ЦК рассказывали и так далее, и так далее. Сегодня очень много людей публично играет в это совершенно упоенно, как будто всю жизнь этого ждали. И это слегка оторопь наводит, потому что, ну, что как бы в интернете у нас же все за украинский язык, правильно, на улицу выходишь, все говорят по-русски. Нормальная коммуникация идет. Все городская культура, украинская, русская, русскоязычная культура. Теперь ты идешь, как бы, что там еще, все верноподданнические, но в личных разговорах невозможно найти человека. Все поддерживают президента, невозможно найти, который будет голосовать. Все за победу над проклятой Россией, и реально начинаешь разговаривать, так давайте, когда закончим эту войну уже хоть как-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелом и так далее. Поэтому это классическое оруэлловское двоемыслие, когда человек под давлением и боясь признаться в своих истинных чувствах, потому что кишка тонка, яйца чуть меньше. Ну, почему под давлением за границей? Под давлением за границей, они же под давлением общественного мнения. Ну, как тебе кума скажет, что ты как ты подло там на русском разговариваешь, что ты не против победы в войне не поддерживаешь Зеленского. Кума, которая сидит в Житомире и страшно страдает. Ведь трещина пошла по очень многим семьям, по очень многим людям и друзьям, потому что, ну, как бы... Каждый из нас может привести пример, когда человек, которого ты считал нормальным, внезапно падает планка, он начинает пыхтеть и начинает вот лозунгами такими. Вот в моем окружении было полно людей, которых я считал умными, адекватными, как бы это самое. Но, глядя за их публичной деятельностью, например, на страницах в соцсетях, ну, начинаешь так слегка думать, что они как и были советскими пионерами, так и остались. В худшем смысле этого слова. Я тоже советский пионер, но я другие, видимо, лекции слушал. Мне когда рассказывали, что верность слову, честность, там, да, правду говорить во что бы то ни стало и так далее. Я как-то дурак всему, чему меня в советской школе научили, придерживаюсь до сих пор на свою голову. А они, видимо, в какой-то другой советской школе учились, потому что оттуда они освоили только... Ну, вот эту мимикрию в худшем смысле этого слова. Мир – это война и так далее, прочее. Поэтому я уже давно перестал переспрашивать людей, почему они себя ведут, потому что я понимаю, что ну, узелочек развязался у них давно. Знаете, как боксеры говорят, узелок развязался, драться дальше не может. Слабые оказались на поверку. Если у меня нет претензий к обычным людям, никаких, я понимаю, что война – это испытание сверх их как бы силы, а кроме того, это душевное, кроме того, на них же огромная мельница пропаганды работает колоссально разрушающая, то просто когнитивная война ведется против украинского народа, то как бы в отношении людей мыслящих, а тем более дилеров общественного мнения, там немножко позиция другая. Давайте вспомним у нас письмо СБУ про то, что у нас героические блогеры, там, держатели каналов типа инсайдера, у нас что? Сверхсекретные сотрудники, которые занимаются на ниве контрпропаганды, поэтому их в армию призывать ни в коем случае нельзя. Вот вам и секрет. Это делается очень просто. К ним подъезжают, говорят, чувак, родной, ты сейчас под Бахмут или давай дружить? И все. И кто-то едет под Бахмут, потому что ТЦК поймал и тащит в бусик, а кто-то это оправдывает, рассказывая про то, что ну окей, вот да, как бы, ну такое у нас ТЦК. Сословная война. Проблема в том, что у нас сейчас 16-17 век. Для России это казалась Ливонская война, которую Грозный начал довольно оптимистично, а потом выяснилось, что против коалиции государств тогдашние московские ресурсы просто не тянут. Логистика не тянет, тыл не тянет. Не умели создавать длинные запасы, вести длинные войны. А для украинцев это вот война, это система общественных отношений 17-16 века, когда по нам можно все, холопы отдуваются, а пидпанки сосут, сука, у одних, как бы и помогают гнать на смерть других. Вот и все. Вот и все. Но заметьте, произошло очень важное явление, которое сейчас мало кто отметил. Все эти пидпанки информационные, начиная с Боргезе сегодняшнего там и так далее, они же перешли в глухую оборону.
Вы не заметили, как они все стонут по поводу, что же вы, сука, каждый день бьете ТЦК и полицию? За этим же и бежит такой бегущей строкой. Это же вы так и нас начнете бить. А нас-то за что? Понимаете, да? Все их посты, они раньше были агрессивные, были издевательские, были требовательные и так далее. Сейчас практически кого не почитает, все в обороне. А это всего лишь по эпизоду в день, когда лупят полицию или ТЦК. Как бы народ, да? Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, я просто констатирую. И они очень быстренько, знаете, обгадились жиденьким и перешли в оборонную позицию. И что-то типа, ну как же так можно допустить такой раскол в обществе? Что вот подорвали полицейскую, кстати, Царствие Небесное, а мы сегодня еще полицейских подорвали и так далее, и так далее. Но как бы... А вы все там радуетесь в комментариях. Когда мы свернули не туда? Я вам скажу, когда вы свернули не туда. Когда вы ударили первого гражданского и затянули в бусик. Это всего лишь реакция общества на насилие над ним. Как бы это ни было печально. Поэтому, да, я вам скажу, что пидпанки сейчас в обороне. Это очень четко фиксируется. Я же их почитываю всегда, каждый день. И просто вижу, как разом сменила тональность. Они призывают к единению. Ярош выполз там, позвал всех к единению и так далее. Но это же какое единение? Это же единение по-национал-патриотически. Выглядит оно так. Давайте все объединимся, но сначала пусть сдохнут все русскоязычные, да, и как бы все, кто за или против Залужного, там, в зависимости от позиции. А потом у нас будет такое вот единство. Единство они хотят, понимаете? Сначала они говорят, вы скоты, мы вас за ноги вытянем, засунем в бусы, лишим всех прав и силой заставим умирать за то, за что вы против. Возможно умирать или против воевать. Мы сейчас берем, например, религиозных людей, которые мы упоминали, которые вообще не могут брать в руки оружие. Так им и надо. А когда пошла ответочка, самая маленькая, намек даже на ответку, они сразу, как же так, давайте объединяться. Что же мы, украинцы, против друг друга и так далее, и так далее. И вот и все. Поэтому это лицемерная сволочь. Все эти Петровы, Ивановы, все остальные. С Ивановым сейчас происходит очень интересная эпопея. Мы чуть позже ее узнаем. И обязательно да, обсудим с вами. Очень показательно. Так вот, фишка в чем? Что в ТЦК. Не в ТЦК, он в армию призвался и проходит там очень интересные, очень интересные кульбиты, когда командование его пытается отмазать всеми возможными способами в нарушение военного законодательства, его передают из рук в руки, как горячую сковородку, никому он нахер не всрался. Вот. Но он еще не вышел, скромно затенив ресницы и не сказав, что теперь он военный и воюет. Вот я жду, когда Петров начнет призываться. Вся эта сволота, она как бы зовет к единению, когда и чувствует, что дубинка народного гнева может дотянуться до них. Но самое интересное будет не сейчас. Самое интересное, когда будет смениться вектор, например, будет мир заключен. Как эта пена начнет перемываться. Обратно все. Так вот, я призываю украинцев запомнить и не спускать. Как сказал один мой хороший знакомый, я говорю, смотри внимательно на то, кто сейчас выступает. Он говорит, я не просто смотрю, я записываю. У меня память очень хорошая. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Да, действительно, значит, по поводу, это важно тоже отметить, это уже тенденция. Это что-то было наподобие дронов, гераний, шахедов по ТЦК, а сейчас прям пошла эта история. Полиция приезжает, кстати, вопросы там зрители оставляют заблаговременно тоже по этому поводу. Во Львове, да, погибла девушка полицейский, там 25 человек ранено, в общем, тяжелое состояние. Сегодня Николаев, неработающая автозаправка, съехались на, пересменка, у них не ротация, а пересменка, полицейские машины, там прогремел взрыв. И Днепр тоже. Взрыв, предмет какой-то принесли, в кабинете взорвался. То есть пошла по полицейским участкам, но именно вот такая террористическая история. Причем там кто-то говорит, что в темную используются люди, кто-то говорит, что это все не в темную, это они прикидываются, но, в общем, вербуют. И пошло то, что вот мы наблюдали на территории России по военкоматам. Помните, был период такой непродолжительный, но был, когда там взрыв пакеты, подрывали там чего-то какие-то. В принципе, релейные шкафы подрывали и в Украине тоже, и в России. Это взаимно, на самом деле. И у нас по военкоматам целились и заносили там пакеты, сумки, передавали это родным, близким и так далее. Видимо, сейчас была война по ТЦК, сейчас волна пошла по полицейским. Это же спецслужбы, это же военная спецслужба, они принимают какие-то решения, исходя из чего-то, из мониторинга общественного мнения. Например,
Например, они берут группы, которые вызывают протест у населения в значительной степени. Злорадных комментариев по поводу полицейских действительно хватает и так далее. Это еще способ, как расколоть, шатнуть и так далее. Но я напоминаю, никакое российское ИПСО не было бы действенно, если бы ТЦК и полицейские вели себя прилично с самого начала. Потому что в начале войны им все сочувствовали, все были за них. Потом бац, вот такая история. Невозможно объяснить российским ИПСО и вообще вражеским ИПСО. Это такая очень, очень дешевая отмазка. Потому что если бы власти действовали с самого начала прилично, берегли граждан, а главной ценностью в Украине было, согласно Конституции, достоинство и права человека, ни одно вражеское ИПСО здесь даже бы и близко бы даже не кашлянуло бы, сколько миллиардов в него не вкладывай. А когда уже созданы бестолковыми решениями властей, которые растоптали право, достоинство людей и продолжают топтать, создали сословное общество, где одним все, а другим ничего, то и российского ИПСО не надо. И так все понимают. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса в чате трансляции на канале Александр Шелест. Что страшнее для Украины? 2% смещение Зеленского, 9% капитуляция, 21% уже ничего не страшно для Украины, ну и продолжение войны 69%, ну там меняется немножко, в общем 70% давайте пускай будет, 70% это продолжение войны, это самое страшное для Украины. Вот смотрите, люди, причем там кто-то скажет, вот, там разная аудитория смотрит, в том числе и люди, там, которые в России или за границей, или внутри Украины там по VPN, по, скажем так, смене страны. Но все равно все знают, что продолжение войны обернется для Украины чем-то страшным. И никто не может сказать Зеленскому ее закончить. Да, и надо очень тщательно задаться вопросом, когда все это закончится, публичным вопросом. Как мы выстроили такую систему, что один придурок может держать в заложниках целую страну? Сейчас даже без фамилий. Просто создана такая возможность. Не Зеленский, Пупкин. Как мы создали систему, когда Порошенко смог нарушить декларацию о суверенитете Украины и принять решение о том, что мы вступаем в ЕС и НАТО, что стало на самом деле одной из основных причин войны. Как так вообще это создана эта система? Где у нас сдержки и противовесы? Что у нас за система, когда Верховный Главнокомандующий не дает главнокомандующему выполнять свои задачи по предназначению ситуации с Залужным? Вот этим вопросами надо задаваться по-настоящему. А не бороться с Машей и Медведей, да, и с котом-бегемотом. Да, друзья, давайте... Я скажу, что да. более презренные публики, чем национал-патриоты, вот, честно говоря, поискать. Вот это вот загнать, попытаться в 21 веке веский искусственный интеллект Маска, Марса, загнать всех в племенной загон, обзывать скотами, тянуть на убой и говорить, что так и надо в отношении своих же собственных соотечественников. Без различия русскоязычный, украиноязычный, выдавать себя за героев, за лидеров нации, пыхтеть там что-то про то, что как бы только они теперь должны решать. Но в нормальном государстве этот навоз намазали бы до ногу, да, и стерли. Но проблема в том, что Зеленский же обманул своих избирателей и подхватил это все на щит. Сначала русскоязычный Порошенко в семье, абсолютный диак Московской церкви. Как бы, да, он придумал армию нового вера, а потом Зеленский решил стать самым главным бандеровцем, прямо обманул своих избирателей, которые голосовали большинством против этого. И взял в заложники огромное количество людей и своих собственных избирателей. Вот этим вопросом надо задаваться. Как у нас так получается? Как мы это допускаем? Давайте к вопросам перейдем прямо сейчас. Режим Блиц. Вопросов, как всегда, предостаточно. И в чате трансляции, и в сообществе. С клуба зрителей Шелеста начнем. Евгений задает вопрос. Алексей, в начале 2022 года вы в одну калитку занесли информационную войну. Зарядили всех своей волей к победе и демотивировали противника. Вопрос. А Украине нужна была эта победа, в кавычках? Конечно, нужна была. Она привела к Стамбулу, где мы могли договориться и закончить войну. А вот Стамбул срывал уже не я. Я делал все, чтобы Стамбул состоялся, причем как участник Стамбульской переговорной группы. Друзья мои. Так, Светлана. Добрый вечер, Алексей. Вопрос. С учетом всего происходящего, беззакония, насилия ТЦК, какой реальный выход у мужчин, не желающих принимать участие в бредовой войне и умирать за вот это непонятно что? Что делать нормальным мужикам? Как избежать участи быть отправленным на бойню? Друзья мои, мужик – это тот, кто сам способен принять такие решения, ответить на этот вопрос. Я не буду вам давать советы. Сами решать. Но то вы мужики. Красиво. Красиво, конечно.
Алексей Николаевич, ответили, да. Значит, поехали, переместимся в сообщество. Значит, здесь тоже предостаточно вопросов. Ну вот, поехали. Алексей, ясно же, что Залужного послом в Англию назначил никакой не Зеленский. Поднатаскать в политической части решили? Нет, я могу объяснить и послом в Англию, и почему он съездил в Доминикану. То, что ему сейчас вменяют как основную вину. Послом в Англию по одной простой причине, потому что это был единственный разумный способ не вносить политический раскол. Если бы он занял любую позицию, политическую позицию обиды на Зеленского, или создал как бы... Ну, они и так поссорились на статье в «Экономист», когда месяц Залужный утверждал, что контрнаступление сорвано, а главнокомандующий. А верховный главнокомандующий весь ноябрь 23-го утверждал, что нет, мы еще наступаем. Это и так очень тяжелым образом сказалось же на той же поддержке союзников, международном имидже в Украине, на внутренней готовности там, да, и монолитности общества. Если бы Залужный дальше пошел в публичную сферу, публичный конфликт, то это была бы катастрофа для общественного мнения, для Украины, для поддержки. И они нашли выход, он уехал послом в Англию. Почему в Англию? Потому что всегда любил Англию и хотел на нее посмотреть наверняка. Как бы, почему съездил в Доминикану, тоже могу вам объяснить. Потому что это никогда не поймет гражданский. Залужный 30 лет в погонах. Я с ним в одном училище начинал. В соседних палатках, бляха, на одних и тех же полигонах. Когда ты вот так вот трахаешься 30 лет, а потом жена тебе говорит: Валера, может, мы хоть один раз куда-то съездим, раз уж так, то ты плюешь на все и везешь ее, понимаете, да? Я вам скажу, что именно поездка Залужного в Доминикану заставила меня еще раз изменить мнение о нем к лучшему, вопреки пропаганде. Потому что я понял, что человек, когда ради семьи готов, у него есть как бы настоящая ценность, он ради семьи готов наплевать на общественное мнение. Это очень хорошее качество для будущего политика. Очень хорошее. Потому что он понимает, что вопреки вот этим... Если бы он был профессиональный политик, он бы сказал: ты знаешь, нам не кстати на Багамы, потому что вот это имиджу повредить, надо держать имидж. Он наплевал и поехал в нормальной футболке, в нормальных шортах отдохнуть с семьей. Потому что любит жену и обещал ей. Вот и все. Вот это для меня человек на самом деле. Я же говорю еще раз. Я после Доминиканы Залужного мнение еще более... Но и так хорошее, потому что мы друзья. Я еще более к лучшему изменил. Потому что человек с настоящими ценностями. Показал, как человек с настоящими ценностями. Вот и все. Так, Зеленский выяснил, что теракты во Львове курировались через Телеграм, а Телеграм временно заблокирован в России. Вопрос: почему Зеленский не подозревает какую-то страну, где Телеграм пока работает без ограничений? Ну, поверьте, у ФСБ же нет ограничений по Телеграмму. Если им надо попереписываться. Ну, тут давайте тоже не занимать такую позицию голубых воришек. Понятно, что это координируется, организовывается из Российской Федерации. Там есть масса доказательств. Но запрет Телеграмма – это точно не средство. Потому что так можем дойти до того, что мы начнем воздух запрещать, которым дышит проклятая ФСБ. Понимаете, да? Как запреты это показывает, власти показывают, Верещук, вот эти инициативы и все остальные показывают, что уровень квалификации для управления государством в крупной войне у них запредельно низкий. Потому что запрет – это последняя форма, которой ты можешь пытаться отрегулировать ситуацию. Это значит, что они либо не видят, либо не могут применить иные действенные методы. Например, массовое. На что они телемарафон используют? Используйте телемарафон для того, чтобы призывники не боялись армии, всю его мощь. Используйте телемарафон на то, чтобы объяснить детям, что не надо зарабатывать, и тетям в телеграм-каналах. Когда вам предлагают куда-то что-то занести, это опасно прежде всего для вас самой. Ну, что же вы все время прославляете любимого президента? Цитируете там. Займитесь уже, если у вас есть монопольное вещание, займитесь просвещением народа по ключевым вопросам. Лина Вострелова: мозги промывали целому поколению. Сколько поколений понадобится вымыть эту инфекцию или всего лишь переключить тумблер? Смотря кто будет заниматься. Можно очень быстро это сделать, лет за 5. Значит, сегодняшние правители собираются построить из Украины прообраз хуторской Спарты, где детей еще со школы будут учить ненавидеть москалей, обучать их собирать автоматы и дроны. А как к этому отнесутся обычные люди, которые не хотят отдавать детей в новые бессмертные мясорубки? Люди будут сидеть и молчать, избегая любого взаимодействия с таким государством. Такое государство будет просто сидеть на дотациях Евросоюза, не имея собственной экономики.
Раз в несколько лет обычные люди получают сверхполномочия, способными свернуть курс истории, а именно проголосовать на выборах. Думайте, за кого голосуете. У вас будет шанс. Ну, давайте, уж коли такой вопрос прозвучал, это я тоже хотел бы, чтобы вы два слова сказали. Это прям важно, я считаю. Значит, сегодня в Днепре не только подорвали, ну, РОВД, да, ну, внутренних дел, а в Днепре еще в школе, в лицее Днепровском случилось ЧП. Значит, это школа, там принесли ТЦКшники, гранату, она взорвалась. Как объяснила директор школы, она ничего лучше не могла придумать. Хлопок и задымление. Значит, двое учеников пострадали. А ТЦКшники как бы пытались рассказать детям и приучить их, я так понимаю, старшеклассников к лучшему. Такой фигни полно. Сегодня же годовщина, по-моему, знаменитого этого военрука еще советских времен, старшего лейтенанта, который показывал детям, как работает в классе, работает граната. Я не помню, к сожалению, его имя и фамилию. Юрий, помню, его звали. И оказалась боевая. И он своим телом закрыл, чтобы выжили школьники. Такая хрень периодически случается. Все время случается. По совершенно не понятно. Вот у нас было этот самый в ВСВ знаменитом. На втором курсе мы работаем, как это, действие при оружии, так называемое. Учебный класс у нас висит, у нас башня от БМП-2, и мы вот это 24 качками закачиваем туда ленту, с этим самым. Все с дырочками, все снаряды с гильзами и так далее. И вдруг выстрел. И 30-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд уходит в голубое небо и летит. Он где-то там упал в районе кладбища, в районе поселка Таирова, как рассчитала наша кафедра тактики. Слава богу, замяли, промолчали и так далее. Могло вполне убить людей в вполне мирной Одессе. Или нас всех убить, если бы чуть-чуть, слава богу, ствол задрал и в створ. Лето было, были открыты ворота боксов. Если бы разобралось бы в этом самом, меня бы скромно похоронили в 19 лет, и я бы сейчас с вами не разговаривал, понимаете. Да? Поэтому полно этой хрени. Как бы регулярно случается проверенные, перепроверенные боеприпасы, в лента на 5 снарядов, все просверленные и прочее. Попадается боевой снаряд, перекрашенный в учебный. Сплошь и рядом такое бывает. Поэтому прямо в этих ТЦКшников мы тыкать не будем, но всякий такой случай подлежит расследованию. И вот эта вся милитаризация в стиле, давайте притащим оружие, покажем детям, она всегда чем-то чревата. Про личную вы заговорили. Вот Иван задает вопрос, какое самое ваше любимое блюдо, которое готовит мама, дочь, женщина. Мама, блины. Но моя мама делает бесподобные блины. Я знаю, что она нас сейчас смотрит. Мамочка, я тебя ужасно люблю. Ты самая лучшая на свете. А заодно и папа. Так, продолжаем. Когда узнают правду о количестве погибших украинцев, а это 1,5 миллиона, сразу прекратят воевать. Как вы считаете? Друзья мои, хватит носиться. Не выставляйте себя идиотами, когда вы рассказываете про 1,5 миллиона. 1,5 миллиона – это дважды уничтоженная полностью вооруженная сила Украины. Вот о чем вы говорите? В Украине где-то 7 миллионов взрослых мужчин. Подождите, когда вы говорите о 1 200 000 уничтоженных российских... Я говорю убитые и раненые. Это совсем разные вещи. Убитых там 350, 400, может 450 по моей оценке. У нас 250, где-то 200-250. Поэтому это же убитые и раненые. Это, в принципе, люди, пострадавшие на войне, плюс пропавшие без вести и так далее. Это же не миллион российских убитых. Не может быть никакого миллиона российских убитых. Технически невозможно. Поэтому, 1400 они потеряли убитыми и ранеными. 380, 350 и так далее. Мы 200. Но плюс-минус там с пропавшими без вести. Все эти, когда рассказывают про миллионы, это все сразу человек расписывается в том, что он ничего не понимает в современной войне и даже в элементарной математике и в здравом смысле. 1,5 миллиона погибших – это каждый 4-й взрослый украинский мужчина убит, живущий в Украине. Но это была бы очевидная катастрофа в вашем окружении. Погиб бы каждый 4-й. Такого и близко нет. Потери большие. 250 000 убитых – это очень много. Очень много. Еще 1080, наверное, пропавших без вести, 60, часть из которых в плену, часть из которых это те же погибшие. Но все-таки не 1,5 миллиона, правильно. Угу. Здравствуйте, Александр. Прочитайте, пожалуйста, мой комментарий в прямом эфире. Очень прошу. Алексей Николаевич, озвучьте, пожалуйста, книгу «Тело помнит все». Написал ее Бессел Вандер Колк, врач, психотерапевт, который работал с американскими солдатами, которые воевали во Вьетнамской войне. Эта книга очень важна для людей с ПТСР. Озвучил. Спасибо большое за рекомендацию. Спасибо за рекомендацию.
Да, нет, ну правда, спасибо большое, это важно. Так, значит, в украинском вопрос от Виктора. Я лечу от ПСР по-другому. Я озвучиваю книги, которые создают такой мир настолько прекрасный и вдохновленный, в котором хочется жить. Начиная от детских сказок, заканчивая фантастикой. Потому что я, как человек не чуждый психологии, слегка и увлекающийся, могу вам сказать, что лечит не прямая работа с ПТСР, а когда у человека есть будущее. Будущее, в котором ему хочется жить. Это лучшее лекарство от травм войны. Именно это будущее я и демонстрирую своими аудиокнигами. Мгм. В украинском медиапространстве регулярно высмеиваются представителями США и России, участвующие в переговорах. Уитков и Кушнеру дали пренебрежительные кликухи. Витек и затек, а Мединского называют клоуном, который каждый раз будет рассказывать исторические фейки. При этом, по существу, конструктивно ход переговоров практически не разбирают, хотя именно Украина больше всех должна быть заинтересована в успехе. Это сознательная информационная кампания дискредитации Трампа или подобные оценки этих людей оправданы скепсисом от переговоров как таковых? Это совершенно целенаправленная дискредитация Трампа. Мы с вами об этом говорили. Зеленский находится в сговоре с глобалистами, левыми глобалистами, европейскими американцами, которые спят и видят, как удалить Трампа от власти. Как бы и вернуть все, как было. Это совершенно очевидная вещь. Соответственно, достается всему антитрамповскому окружению и всем людям, которые поддерживают Трампа. А что касается переговоров, ну, скепсис понятен, но скепсису можно, как бы, это может быть сочувственный скепсис, а может быть ядовитый скепсис. Украинцы предпочитают многие ядовитые, и это тоже поддерживается центральным сигналом. То есть, это создают те же самые дилеры общественного мнения по команде из того же офиса. Как бы, да. Поэтому здесь все понятно. Что касается Мединского, то это людская безграмотность. Они не понимают. Вот я могу сказать, что знаете, когда переговоры можно считать серьезными? Когда там есть Мединский и Арахамия. Заметьте, вот Арахамия подъехал и сразу назначили Мединского. Сразу подскочил Мединский. Потому что это Вы два еще человека. скажите, что Мединского из-за Арахамии прям назначили. А я вам А не прямо Арахамию говорю, из-за Мединского. А их взаимно обозначают. Мединский подъехал, когда узнали, что идет Арахамия. Арахамия поехал, когда узнал, что будет Мединский. Смотрите. Потому что когда там вел все, разговаривает Буданов с начальником российского ГРУ, вот людям кажется, что это серьезно. На самом деле это чепуха. Линия разведения войск, калибры, которые отведут, это все детский сад, 6-я ясельная группа. Когда они приобретают вес Стамбула, это когда появляются руководители делегаций стамбульских. Это был Мединский и Арахамия. И когда Мединский говорит про печенегов, поверьте, это значительно важнее, чем энергетическое перемирие и все остальное, потому что это уровень Путина. А решает Путин. Когда рассказывают, что Мединский клоун, друзья мои, клоуны вы, которые этого всего не видели. А я все это видел в прямом эфире. Когда Мединскому звонил Путин, по нескольку раз за переговоры. И я видел, как Мединский с ним разговаривает, начиная с микромимики, заканчивая общим тоном. И я видел, каким доверием пользуется Мединский, какой у него реально представительский уровень и что он может. Поэтому, когда говорят про печенегов, вот тогда только и начались серьезные переговоры. Что это путинский уровень. Понимаете, да? Человека, который принимает ключевые решения. А пока генеральчики с друг другом разговаривают про отведение войск, вот это и есть настоящий детский сад, хотя они пытаются уверить вас в обратном. Будьте умнее, друзья. Слушайте Шелеста Арестовича. Это да. Значит, чаты трансляции, поехали. Вопрос. Что будет, если Зеленского не станет, неважно, от руки русских или экс-исполнителя, кто подберет упавшее знамя? Вроде нету доверия слугам, нет авторитетной у них фигуры. Я вам гарантирую, сразу пробедет коллективный парламент. А уж кто там победит, коллективный голос парламента. У нас парламентская президентская держава. И потом признают, как в качестве легитимной власти, внутри силовики и снаружи международные партнеры, только парламент. Парламент объявит досрочные выборы и выберут вам нового главу государства. Но вполне возможно, что с парламентом он займет более конструктивную позицию в отношении ключевого вопроса перемирия, прекращения огня и так далее, мирного соглашения. Поэтому мы оценки российской стороны слышали, и оценки Трампа, которые говорят, что единственным препятствием к миру является тот, про которого вы спрашивали. Ну, это вещь. Вещь в себе. Вещь в себе. Здравствуйте. Как вы видите дальнейший ход войны? Мобилизация участия сил ЕС в войне сделает ее мировой. Прокомментируйте, пожалуйста, уничтожение наркокартеля Халиска.
За это можете совершенно не волноваться, потому что если будут деньги на войну, то она будет идти так, как шла. Два ключевых вопроса – украинская мобилизация и российская мобилизация. И там проблемы. И Украина, и Россия исчерпывают, еще не исчерпали, но исчерпали потенциал того вида мобилизации, который был до сих пор, и нужно переходить к чему-то новому. Недаром у нас заговорили про реформу мобилизации, в России заговорили о том, что, возможно, надо что-то делать там с мобилизацией. Потому что модели мобилизации, действовавшие до этого 2 года, 2-3, они перестают действовать, они становятся неэффективны. На то есть объективные показатели, которые мы сегодня озвучивали. Поэтому весь вопрос в деньгах, в российских и наших. Если сейчас не договорятся, то война продолжится более-менее с переменным успехом. Есть 2 ключевых вопроса. Способность наших сопротивляться на земле. Мы начали контрнаступательные действия. То есть это сигнал очень сдержанно, но оптимистичный. И второе, российские темпы замедлились. Второе, потери растут. Способность наносить удары средней дальности и дальней дальности. Вот 25 год стал просто годом кульминации украинской способности наносить удары средней дальности. То есть это сотни километров. Сейчас появились данные о том, что мы наносим удары за 1000 уже. Если это будет наращиваться, то война все больше будет заходить в тупик. Нет, Украина не победит и не разнесет всю Россию. Но паритет по дальним ударам будет неприятная история для россиян и приятная для Украины. Паритет по дальним ударам. Алексей Николаевич, вы лучше меня это знаете. Одно дело, когда прилетает ракета, а другое дело, когда дрон, даже тяжелый. Не-не-не, у нас же фламинго-перефламинго. Если это действительно удастся, и паритета не будет, потому что российские мощности больше, мы сможем наносить дальние чувствительные удары. Это будет означать только одно. Война все больше будет заходить в тупик. Как в сфере противоборства в дальних и средних ударах, так и на поле боя. Если, повторюсь, будут деньги и будет решена мобилизация. Поэтому ключевым вопросом европейская помощь. Смогут ли они 90 или хоть сколько-нибудь миллиардов нам отмыть и дать? Отмыть от претензий Орбана и Фица. И второе, сможем ли мы действительно сделать что-то с мобилизацией? Соответственно, для россиян тоже, деньги у них найдутся на войну, тут я не сомневаюсь. А вот вопрос мобилизации им тоже предстоит решать. Вот 3 ключевых вопроса. Наша мобилизация, российская мобилизация, финансирование Украины. Угу. Добрый вечер. Что касается картеля Халиска, да. А что вас интересует? Повоевали, повоюют. Там периодически это случается. Про Мексику вообще очень же много заблуждений. Многие считают, что это там какая-то страна третьего мира. Ребята, посмотрите ВВП Мексики, вы ужаснетесь. Это же крупнейшая нефтяная держава. У нее триллионы там какие-то безумные, промышленное производство, огромная страна и так далее. А постреляться с наркокартелями святое, это национальный вид спорта. Где-нибудь справиться как-нибудь. И давайте, чтобы много не отвлекаться на эту историю, 2 вещи скажу. Вещь первая, президент рассказывает, что все уже хорошо. И слава богу, как говорится. А вторая, очень много украинского следа. Это сегодня у меня было видео, посмотрите, пожалуйста. Дроны типа Баба-Яги, вот эти рэбы переносные, кто чем оснащен. В общем, это очень интересный разбор. Сегодня просто об этом говорили, поэтому, в общем... наркокартели, они же вкладываются. Озабочены эффективностью, поэтому, конечно, бойцы приезжали и оттуда в качестве добровольцев, осваивали передовые методы войны. Добрый вечер, Алексей Николаевич. Часто говорите о ваших связях с военнослужащими ВСУ. А имеются ли у вас контакты с ВС РФ? И если есть, то говорите ли вы с ними о фронте? Нет, ни с кем из ВС РФ я о фронте не говорю. А что касается... простите, я старший офицер вооруженных сил. Как вы думаете, есть у меня контакты или нет? Это даже неловко как-то эту тему поднимать. Алексей, спасибо за эфиры, за мысли. Как думаете, какие первые подвижки или соглашения будут приняты в начавшихся переговорах между сторонами? Надеемся на реалистичные действия. Сегодня Бен Ходжес выходил и говорил, что уже договоренность есть, а летом увидим документы. Я четко связываю любые примирения к войне к выборам с Украины, в Украине, как базовые условия. Поэтому для меня это политический вопрос. И пока ничто меня не переубеждает в обратном, а только подтверждает эту версию. А насчет политики мы сегодня с вами обсуждали. Поэтому это делает меня еще более скептичным в отношении заключения мирного соглашения, хотя я первый сторонник заключения мирного соглашения.
Значит, так, товарищи, я, конечно, понимаю, что вы тут расписываете. Это Арестович хвалит Залужного, надеется на теплое место, когда он придет. Вот это вот много таких... А зачем мне теплое место? У меня сейчас место, знаете, какое теплое? Соваться обратно в украинскую политику, в эту клоаку, да и вообще в Украину, это надо трижды подумать. Что ж такого мне может предложить Залужный? Что он не может предложить Пашинскому там, и всем остальным? Я повторяю, я дружу с этим человеком. И объективно его, как мне кажется, оцениваю. И когда против него... Я вообще как вам сказать, всегда сочувствую жертвам черного пиара. Мне не понравился наезд. Как вы помните, я достаточно наезжал на Залужного сам. Еще недавно. Но когда наезжают на человека несправедливо, я даже Путина защищаю, когда ему предъявляют то, что несправедливо. Чего уж про Залужного говорить, с которым я дружу 30 лет, друзья мои. Вот и все. Я просто не люблю, когда на человека возводят напраслину. Вот когда Путин рассказывает, что он кровавый диктатор и хочет захватить всю Украину, это же очевидная брехня. Диктатор, он, конечно, кровавый, но он правый либерал, классический типа Столыпина, который предусматривает, между прочим, парламентские механизмы и все остальное по психотипу. И всю Украину он не мечтает захватить и близко, потому что он первый понимает, насколько это нереалистично. Ну вот, например, вот я вам оправдал Путина. Так что я надеюсь на теплое место при Путине. Ну, Ксения Собчак так интервью все и построила. Вы же знаете, что она вырезала минут 20, где я жестко критикую Путина. И все интервью подстроила под логику, что я пытаюсь ему продаться в качестве невесты. Ну, вот это ваша добросовестность, люди. Одни так интерпретируют, другие так смотрят. Это ваши проблемы, не мои проблемы. А если Залужный мне предложит теплое местечко, я обязательно рассмотрю, я вам прямо говорю. Если мне понравится, то я поучаствую. Не понравится, не поучаствую. Я свободный человек. Значит, Беларусь просит прокомментировать санкции по поводу Лукашенко и сегодняшнее заявление Зеленского. И тут Зеленский понял, что он перегнул и начал, видимо, отрабатывать обратно. Что касается санкций Лукашенко, я вам все объясню. Логика простая. 24 февраля, завтра, ЕС должен голосовать за продление санкций против Беларуси. Там есть ключевой вопрос – белорусский калий. Калий – это очень интересный вопрос. 2 минуты, если есть, я могу вам рассказать. Он принципиальный. Калийные удобрения – это стратегический ресурс в мире. Без него невозможно производительность сельского хозяйства. Ну, он ключевой для России, для США, для Китая. Иначе люди у них там с голоду начнут буквально в смысле умирать, если не будет калийных удобрений. В результате идиотских действий предыдущего правительства Литвы, что произошло? Белоруссию через Клайпеду запретили трансляцию, вернее, транспортировку белорусского калия. И россияне перехватили значительную долю и начали через свои порты все это переваливать. Более того, российские калий начали продавать активно, которые США и Китай закупали, несмотря на все санкции, и другие страны. Таким образом, они получили доступ, российская сторона, не только к миллиардам долларов за калий и транзит, а еще и они нажили на этом благодаря мудрому литовскому правительству, а они еще и взяли за яйца США и Китай одновременно. Потому что если они хлопнут, это так получилось, что значительная доля калийных удобрений принадлежит бывшему Советскому Союзу, то у Китая и США может голод начаться вполне. Это похлеще, чем ядерное оружие на самом деле. И вот сейчас, когда Трамп пришел, он быстро в этой теме разобрался, не без помощи добрых людей. И американцы настаивают, чтобы европейцы сделали исключение для белорусского калия, в частности. И, кроме того, и потому что это стратегический ресурс для американцев, он обозначен, и они сделают исключение. Но европейцы попросили потянуть до 24-го, чтобы не принимать это решение вне очереди, а принять его своеобразно. Более того, там иски готовятся к правительству Литвы, многомиллиардные, которые я не знаю, как бедная Литва будет выплачивать и всякое такое прочее. В общем, там очень интересная история. Но калий возвращается, российская экономика лишается миллиардов, которые нам на голову прилетают в виде ракет, и лишаются доли монопольного давления на США и на Китай по ключевому ресурсу. То есть, ура, ура, нам это крайне выгодно. Что делает Зеленский? Зеленский пытается нарушить эту схему. Потому что он пытается демонизировать Лукашенко и вводит против него санкции. А украинские санкции так устроены, поддаются на рассмотрение ЕС, и США, и Британии, и других стран, как чуть ли не обязательные к исполнению, во всяком случае, они всерьез должны быть рассмотрены. Он проблематизирует это дело, видимо, желая, чтобы Россия сохранила эксклюзивные права на калий и миллиарды долларов от его продажи и транзита. Вот, и это все игра, попытка разваливать схему Трампа. Трамп выводит США из зависимости критической от России, а Зеленский хочет, видимо, чтобы она осталась вслепую. Это очень антиукраинская деятельность со стороны Зеленского, введение санкций против Лукашенко в таких условиях.
А там же, там, кстати, Зеленскому предлагали транзит калия через белорусского, через украинские порты. Это мы бы миллиарды зарабатывали, а не Россия. Он в результате своего самолюбия, в результате того, что они договорились и не вставили схему, не пошел на это. Мы лишили миллиардов. Зеленский оставляет миллиарды России. Он вешает США и Китай заодно. А он мог другую позицию занять, более умеренную по отношению к России, если бы не вопрос того же стратегического ресурса. Калий признан стратегическим ресурсом для США. Недавно. Зеленский ломает схему, потому что он все ломает Трампу, поддерживая глобалиста. Вот вам вскрытие этой истории. Лишний раз показывает, о ком думает Зеленский. Об Украине или о там, своей доле в схемках. И вот он роняет сегодня, как это, крокодиловую слезу о белорусском народе, который обязательно должен быть в ЕС и так далее, и так далее. Это так они отрабатывают белорусский трек, без того, чтобы отрабатывать его так, как надо. Рассказывают про уничтоженные вышки, про то, что Лукашенко говорил, ну хочешь, разбомби мне Мозырь и прочее, прочее. Ну, в общем, это все... Я вам описал факты, а вы, друзья, сами можете их интерпретировать. Но смотрите, тут же момент другой. Я, кстати, мне очень понравился на прошлом, наверное, эфире сегодня вопрос написал из зрителей о том, что а что за ерунда? Ни у кого из друзей Украины нет детей. А Зеленский сегодня пошел по пути, что мы сыновей будем, вот это все всех вводить, ну, вот это всех все гнусная преследовать. хрень, да, вся это и так далее. Поэтому, как бы, ну понимаете, ну, Ермак же заставлял в начале войны, была история, когда приехали к родственникам Дмитрия Козака и под давлением силовым, там чуть ли не пистолет приставляя к его пожилым родственникам, заставляли писать извинения или обращаться к Козаку, к единственному человеку, который был против войны в Украине. И публично, да, и всю дорогу занимал эту позицию. Как бы, да. Поэтому это, да, это очень по-украински. Да, головами торговать через давление на семьи и на пожилых родственников. Ну, как бы, ну, поскольку у экрана бывают дети и дамы, я не буду это комментировать так, как я хотел бы это прокомментировать, такую манеру работать. Как бы, да. Ну, ты вот, ну что, ну, у тебя споры с Лукашенко, ну, ты начинаешь сыновьям придалбываться. К семье, ну, дядя. Алексей, вы говорили, что Россия... Расскажи, выйди, вот журналисты, которые будут интервьюировать Зеленского, задайте ему вопрос, почему он отказался от транзита белорусского калия через украинские порты. Это миллиарды недостающих нам долларов были бы. Миллиарды долларов. Более того, США, Китай и другие страны попали бы в критическую зависимость от нашего транзита. Более того, Штаты хотели его организовать, когда Литва отказалась. Потому что они хотели принести пользу Украине. А Зеленский оставил эти миллиарды России. Спросите, зачем и почему? Да, и Черное море б нормально, ну, себе Ох, как бы охраняли нашу Одессу, поверьте. функционировало. Одесский бы, и да. Николай. Ой, там бы, если бы там хоть один дрон прилетел бы российский туда, я думаю, что там бы стало мало места вплоть до бесполетной зоны. Потому что это стратегический ресурс для Штатов. Да и китайцы бы, мягко говоря, задавали бы вопросы россиянам. А зачем вы бомбите наш калий? Хотите, чтобы у нас голод начался? Ну, вот зачем он это сделал, скажите? Ну, Алексей, вы говорили, вопросы надо задавать. что поход на Киев 2.0, так как нереалистичен, невыгоден России, так как разрушит переговорный трек с Трампом, перевернет всю шахматную доску. В свете радикального Трампа может Россия перевернуть эту доску? Готова? В свете срыва переговоров, если переговоры будут сорваны, возможны все варианты вплоть до второго наступления на Киев. Пока переговорный трек идет и маячит, его не будет, потому что это резкий переворот доски. Значит, ну, это такой вопрос. Извините, но я уделяю этому время. Алексей, Татьяна пишет вам. Если вы против продолжения войны, зачем собираете деньги для военных? Почему не говорите военным, чтобы они закончили на поле боя? Возможно, договориться там? Потому что я не идиот, Таня. Я понимаю, что мои уговоры ничему не проведут, только вызовут подрыв боевого духа у людей, которые сражаются, в том числе за мою жизнь. Как бы, да, за жизнь всех моих родственников, которые Путин бомбит сейчас в Киеве и российской армии по всей Украине. Это раз. Во-вторых, если вы заметили, я не собираю на боевые средства. Я собираю только на то, что помогает сохранить жизнь. Эвакуационные машины, даже эвакуационные роботы, установки очистки воды, там, да, и прочее, прочее. Это принципиальная позиция. Но не помочь людям эвакуировать раненых, либо там очищать воду, либо там еще что-то, это, ну, это уже предельное средство. Значит, слушайте, друзья,
Вопросов, конечно, очень много, но мы вам очень благодарны, что ну, они прям не унимаются, да, и, ну, как бы интересы, вовлеченность ваша, вот просто струится, это просто замечательно. Давайте завершим все-таки вот таким вопросом. Я от себя его задам, ну, где-то тоже встречал. А если бы не случилось 24 февраля 2022 года, какой бы была сейчас Украина? Это очень сложный вопрос. Это зависит от того, как бы Зеленский закончил свой срок. Он бы закончил его плохо, его только война спасла, по сути. Кого бы выбрали вместо? Там это очень большой вопрос. Я думаю, что по сумме причин военное столкновение было неизбежно. Масштаб его – это большой вопрос. Но ту политику, которую вела Украина, и ту политику, которую вела Россия, неизбежно приводила к вооруженному столкновению в том или ином варианте. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, вам спасибо за то, что побывали на сегодняшнем эфире. Берегите себя и друг друга.